Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Всем здравствуйте! На двух каналах одновременно прямо сейчас говорим о важном, говорим о главном, говорим о том, без чего, собственно, нельзя, чтобы понять все происходящее и такой очень острый, просто острейший период и горячую фазу на фронте и в общественной жизни, внутриукраинской в частности. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, сразу скажу о нашем общении. В общем, оно такое достаточно обширное. Почему? Потому что QR-код, который видите возле меня, это возможность перейти. Если работает этот сервис, то с этого вашего вопроса, мысли, пожелания мы, собственно, начнем нашу сессию вопросов и ответов. Также в сообществе YouTube у себя на канале люди писали вопросов, их просто не счесть, все вряд ли попадут, но тем не менее, спасибо большое за участие. К ним мы тоже перейдем в конце. Клуб зрителей телеграм-канала Шелест. Точно вопросы прозвучат, люди, которые тоже заблаговременно оставляли. Ну и, конечно, чаты трансляции. Причем чат трансляции у меня на канале, чат трансляции на канале Алексея Арестовича. В финале тоже возьмем вот эту вот нотку общения с вами. И спасибо большое за то, что, несмотря на все санкции, перипетии, самые различные ограничения и режим, который, по-моему, попадает в воронку уничтожения любого живого слова, в принципе, вы все равно находите возможность смотреть, откликаться, слушать и реагировать. А что самое главное, понимать, к чему все идет. Ну, собственно, с этого и будем начинать. Алексей Николаевич, с удовольствием давайте начнем наш сегодняшний эфир с опроса трансляции, в чате трансляции у меня на канале. Он звучит так. Если безрассудное и эскалационное действие Зеленского – это план, ну, то есть, предположим, что это некий глобальный план, то в чем он заключается? И варианты ответов. Втянуть Европу в войну с Россией, проиграть и с музыкой, долги спишут. Следующий вариант. Пересидеть на троне и Путина, и Зеленского. Ну, мол, моложе, что там уже, те старые, а мы молодые, за нами будущее. И финальный вариант. Уничтожить как можно больше славян. То есть это вообще глобальный замысел, и поэтому люди могут голосовать и за этот вариант. Давайте с этого начнем, потому что новостей, конечно, как из рога изобилия. Если предположить, что у Зеленского есть какой-то большой магистральный план, что это может быть? Здесь троякая ситуация. Описываем ее во всех трех аспектах. Первое – поверхностное. У него нет никакого плана. Горизонт планирования там не представляется больше, чем на 2-3 месяца. В принципе, никто не планирует. Они действуют по принципу надо перевернуть страничку, прожить еще одну ночь, и, да, и жизнь удалась. А дальше будем посмотреть, как. Это одна история. Чуть глубже там вторая история. Там нет плана, но нет ожидания. Но есть ожидания. Ожидания, они берутся откуда? Что вот-вот одумается Трамп, поймет, какой Путин нехороший, и нанесет ядерный удар по Москве. Вот-вот проснется окончательно Европа, объединится и пойдет в крестовый поход на Россию. А Зеленский будет возглавлять на белом коне. Вот-вот прилетят инопланетяне. Вот-вот умрет Путин. Вот-вот Путин, наоборот, воскреснет из холодильника, вылезет и все поменяет. В общем, вот примерно такого рода ожидания. А самый главный вопрос, откуда берутся эти ожидания? Они берутся из очень простой вещи. Дело в том, что антирежим, вот этот режим антипроекта, это по Гумилеву. Меня часто спрашивают, ну что вы, Алексей, все антипроект, да антипроект, антипроект, антипроект. Это антисистема, это Лев Гумилев. Вот есть пассионарные, которые с избытком энергии, а есть антисистемы, которые как бы у них энергия мортида, то есть мортальности, смерти. И они хотят умереть. Вот. Украинский антирежим, вот режим Зеленского и вообще все 3-4 года существующий режим, это типичный пример антисистемы. Признак очень простой, сокращается население системно. Это чтобы другие не называть. То есть он проедает сам себя за счет живых людей. Это религиозная секта, притворяющаяся независимым государством. Интересное определение. То есть в Украине нет ничего государственного. Здесь принципиально антигосударственное мышление. Режим Зеленского – это кульминация вот этой антисистемности, которая выдается за украинский патриотизм и национальное государство, национальную идею. Вот он кульминация.
В нем все черты этого антипроекта воплотились лично. Он их идеальная марионетка, он их полностью реализует. У религиозной секты есть своя очень узкая картина мира, есть свой очень узкий словарь. Значит, если ты не используешь словарь и не согласен с картиной мира, ты в режиме апокалипсиса. Вот. Поэтому для них, поэтому тебя нужно задавить. Вчера были введены очередные санкции. Ростислав Шапошников там, и так далее, там, прочее. Да, Масейчук, Игорь Мосейчук, да. на кого там еще, да. Потому что мы же с вами, вот все подсанкционные, они же, Петр Порошенко сделал интересную штуку. Он попросил Верховный суд назвать доказательства сотрудничества с врагом или там нарративов, да, каких-то, за которые можно вводить санкции. И режим не сможет их отдать, ввести. Вернее, предъявить эти доказательства. Смотрите, чего они говорят, Арестович и Шелест договорились там, да? Много разговаривали, много пророссийской риторики и так далее. Петр Порошенко вел сверхпатриотическую риторику и точно так же влетел под санкции. Риторика тут ни при чем абсолютно. И даже если какой-то там институт или какая-то там СБУ издаст какую-то там лингвистическую экспертизу, где мы все страшно за Россию, как они считают, то это же все равно деланная вещь, которая может быть оспорена в суде, подвергнута другой экспертизе. Поэтому они не дадут никаких доказательств, а им не нужны доказательства. Мы для них еретики или еретики. Вот они секта, свидетели офиса президента, церковь. А мы что? А мы еретики. И на нас наложили епития, как это, отлучение от церкви. Нас записали в еретики и добавляют все время. Почему? Потому что ни один голос не должен раздаваться против чего? Ортодоксального учения, где святые Борис Джонсон и этот самый, и товарищ Байден. Как-то они сегодня не заметили, что Трамп отменил ограничения на применение американского вооружения и европейского с американскими деталями, который ввел тот самый Байден. Вот. Но это уже детали. Так вот, поскольку это религиозный конфликт, он защищается с религиозным рвением, он вне логичен, он оперирует там ортодоксией, правильным учением и еретиками, которые должны быть уничтожены, сожжены на кострах, и голос должен задавлен, он ведет себя как типичный религиозная секта. То, что у этой секты сегодня 25-35% украинцев ее поддерживают, потому что они ошалевшие от войны и непонимание того, что происходит, плюс задавлены этим сигналом, там, башнями, оно как бы понятно. И безвыходностью, и непониманием. Но чтобы понять, что такое режим Зеленского, антисистема, как она себя ведет, исходите из того, что это секта религиозная. Она ничего не имеет общего с государством, государственной политикой. Государство бы давно остановилось, обозревая перспективу продолжения войны, уже случившейся и перспективу. Оно бы подвело черту, минимизировало бы убытки и сменило бы свою политику так, чтобы остаться, и ядро государственных интересов было бы защищено. Секта ведет к смерти. К смерти независимой Украины. Это ее главное следствие ее существования. Все понимают, да, что Россия сменила фазу войны, и теперь открываются совершенно иные перспективы. Их уже все чувствуют на себе. Если хотите, могу с места в карьерах подробно обрисовать. Если нет, можете задавать вопросы и вести передачу так, как хотите. Я Я бы буду хотел уже вот там... здесь все-таки, чтобы, комментируя варианты ответов, да, на предложенный опрос, итоги которого мы подведем в конце, вы все-таки высказались о том, что так это в этом и есть план. Ну, то есть ну, перекликается с вашей параллелью о... Смотрите, у них нет плана, это надо очень важно понять. У них есть мироощущение, которое говорит примерно следующее, что лучше умереть, чем признать себя лохами. Эта секта называется «Я не лох». А если я типа помирился с тем, кто на меня напал, там, да, заключил мир, я типа как бы лох, а еще отдал какие-то территории, соглашения. Ну, я какой я лох? Я лучше умру, чем признаю, что я лох. Эта секта стоит на невероятном гипернарциссизме, на чувстве абсолютной исключительности, что является одним из ведущих признаков принадлежности к секте. Все ошибаются, только мы правы. Посмотрите эту подачу. Эта подача в ежевечерних видео. Это подача в каждом сообщении патриотическом, которое там в ленте попадается. Это подача даже в овальном кабинете. Мы вас сейчас научим жить и объясним вам, какие у вас интересы. Вы, европейцы, ничего не понимаете. Вы, американцы, ничего не понимаете в наших интересах. В интересах мы сейчас вам расскажем, кто такой Путин, вы же не догадываетесь, и как с ним надо обращаться. Вот. И
это вообще не про понимание и не про планирование. Это про смертельный страх оказаться в аду этой секты. Поскольку это религиозная секта, там есть свой рай и есть свой ад. Ад у них — это оказаться лохом. И вот чтобы не быть лохом, чтобы гипернарциссизм не пострадал, да, вот эта вот гордыня чрезвычайная, и гидность не была утрачена, они готовы списать, ну, еще 5 миллионов, еще 10, еще 20 в могилу. А как говорится, а хули? Важно, что никто не поддался проклятому Путину. Сегодня топ. Смотрите, это система верований. Вот они очень просто тестируются. Они говорят, нельзя капитулировать. Ты говоришь, какие варианты? Никто не может дать ответ. Мы должны продолжать сражаться, говорят они. Причем военкоматы они не идут с этой подачи. Фронту не очень сильно помогают многие из них. Но установочка очень четкая. Мы должны продолжать сражаться. Вопрос, зачем? Какие позитивные цели этого сражения? Или там хотя бы негативные? Потому что сдаваться нельзя. Ну, Окей. логично, все Ну, подходит. все очень просто. Вот вам предлагают сейчас там, отдать 4 области мирным путем. Вы отдадите в ближайшее время 6 военным. 1100 еще погибнет в этих попытках, развалят эти территории нахрен, и вы все равно их сдадите. Вот эта вилка, в которой находится секта сейчас реально. Спроси их, зачем тебе еще 100 тысяч погибших, таких же, как ты? Может быть, твоих родственников, может быть, твоих друзей, может быть, тебя, когда тебя изловят наконец-то и заставят воевать за то, что ты так бегаешь и утверждаешь. Они не знают, что ответить. Но главное не сдаваться. Вернемся к этому. Это очень интересная будет кода нашего сегодняшнего эфира. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, если вы смотрите на канале Александр Шелест, если смотрите на канале Алексей Арестович. Это принципиально важно ввиду там алгоритмов YouTube. Лайк — это как соучастие. Так работает, особенно в условиях вот этой отсеченной да, вот, аудитории природным путем, да, сформировавшейся на каналах, но тем не менее. Алексей Николаевич, сегодня топ-тема, конечно, это заявление Мерца о том, что смотрите, дальнобой полетит, уже считают количество таурусов и километров. Даже подсчитали примерно количество зарядов. 100, 150, 100-150 таурусов, которые как бы Мерц, да, может предоставить. Что решают в этой войне? Ничего. Смотрите, 150 таурусов, которые они предоставили, это, учитывая, что на цель должно лететь в залпе где-то 10-15 штук, что часть собьет ПВО и так далее, для надежного поражения на цели. Ну, 10 залпов, 10 целей. Это развлечение, которое могло бы быть знаковым в апреле 22-го. Даже еще в ноябре 22-го. Но даже еще в июле 23-го это было бы знаково. Сегодня это ничто. Смотрите, переполнена лента и вообще информационное пространство переполнено сегодня заявлениями о том, что Россия производит там уже по 500 шахедов в день и производит темпами быстрее, самое главное, производит темпами, которые быстрее, чем она может применять. Уже Economist написал, все написали, что 1000 шахедов за день — это не такая уж далекая перспектива. А теперь смотрите, 1000 шахедов за день, за сутки, и 150 таурусов. На все время. Ну или хотя бы на ближайшие там 3 месяца, полгода. Это же несравнимые величины. Это вообще ни о чем. Все. Ну, как бы все, но есть и кое-что еще. А Германия готова к военной конфронтации с той же Российской Федерацией? И последует ли Абсолютно. она? Ведь это четкая позиция. Нужно втянуть в эту молотиловку Германию, там, Францию с ударенным по щеке Бриджит Макроном. Вот нужно как можно больше на свою сторону, всем, что только есть, чтобы за Зеленского воевали. Ну и в принципе вот это заявление, оно ложится в эту стратегическую историю. Ну, во-первых, эти большие дяди, даже если им дают пощечины, сами за себя отвечают, правильно? Если они позволят себя втянуть, потому что захотел Зеленский и его религиозная секта, ну, как бы это о них это многое говорит.
Даже жалеть их нечего, как бы, да. Второе, готовы ли они к противостоянию? Не готовы абсолютно. Уж Германия так точно. У Франции есть какое-никакое ядерное оружие, сухопутные войска, авиация, морской флот. Она хоть что-то там может попытаться изобразить. У немцев нет ничего. Поэтому если вдруг Российская Федерация решит реализовать свои причинно-следственные связи, они говорили, что удары Таурусами, там, например, по ключевым объектам, это повод для военного ответа. И захерачит в ответ условным орешником по немецкой военной базе, то что будет делать храбрая Германия? Пятую статью Из включать. пятую статью. Пятая статья – это всего лишь консультация. Она побежит к Трампу, потому что больше некому, к британцам и французам, потому что больше некому. Ну, к Турции она вряд ли побежит. И скажет, что ну, давайте как-то отвечайте. Они долго будут совещаться, сотрясать воздух. Макрон получит еще одну пощечину, и в результате да, введут какие-нибудь страшные 117-е санкции, скорее всего. Потому что нет на Западе политиков, готовых на открытое вооруженное противостояние с Российской Федерацией в ее нынешнем виде, в этом нынешнем формате и контексте. Их нет. Если они не нашлись к 4-му году войны, ожидать, что они найдутся чуть позже, абсолютно бесполезная вещица. Поэтому они играют в симуляцию, они играют в иллюзии. Но этими иллюзиями питается эта секта. Трамп, которого они еще с утра ругали, почем свет стоит, вышел, проснулся в Америке и сказал, что Путин сошел с ума. Теперь все пойдет иначе. Паустовский это все описал в рассказе «Фиолетовый луч». Цитата звучит примерно так. Доведенные до полного распада там, сознания люди, до полного отчаяния хватались уже за все. Это настолько психически ненормально, что мне нужно делать усилия, чтобы не переходить на мат, описывая все происходящее. Это страшная трагедия. Вот все, что происходит с Украиной, это страшная трагедия. Но она настолько страшная, что она уже в комедию превращается, потому что если долго заходить, как говорил Станислав Ежелец, если долго заходить вглубь, то выйдешь, рискуешь выйти с обратной стороны. Вот у нас примерно это же самое происходит. Причем страшная трагедия исполняется очень неумелыми, бездарными актерами, которые пропили, проворовали театр на сгоревшем его здании с проданным пропитым реквизитом, там, гримом и так далее, и так далее. Вот в этом трагедия. Но она настолько трагична, что уже на смех начинает пробивать с обратной стороны. То есть обратный эффект возникает у психики. Ну, смотрите, давайте начерчим все-таки, чтобы было создать новый фон, понимание, откуда этот тон, откуда эта подача, понимание перспективы нового этапа войны. Видимо, пришло время, правильно? Что так будет более понятно. Смотрите, значит, прошлогоднее приглашение, вернее, приглашение еще неделю назад, которое действовало в Стамбуле, 2 недели, опиралось на июньский ультиматум Путина 2024 года. 4 области и Крым. Все. Российской Федерации было абсолютно все равно, как она достигнет этого. Военным путем, либо дипломатическим путем. И если можно дипломатическим, то, конечно, дипломатическим. Зачем губить своих и, честно говоря, чужих? Воевать и тратить деньги, если можно договориться. Не согласились. Стамбул был сорван, мы с вами это многократно обсуждали. Предложение действовало год, ну или почти год. Они говорят, окей, переходим к следующей фазе. Эта фаза была сразу озвучена. До этого Путин предупреждал несколько раз, он говорил, да, что, выступая перед подводниками и так далее, что речь может пойти об Одессе, о Николаеве. На сегодня Одесса и Николаева не озвучены, но переподтверждены 4 области. И добавлена буферная зона Сумская, Харьковская, Черниговская, которую уже начали создавать российские войска на территории Сумской области, усиливать штурм атаки. Естественно, будет взята, целью у них является взять Донецкую, Луганскую и Запорожскую. Внимание, Запорожскую полностью, с городом Запорожье, чтобы вы понимали. Это цели летней-осенней кампании. В Этого зависимости, года. да, этого года, в зависимости, как пойдет. Скорее всего, будучи реалистами, или там сказать, как это, 3 года войны их научили быть ближе к реализму, они понимают, что, скорее всего, они возьмут Донецкую, Луганскую, а Запорожье придется отложить на чуть попозже. Следующее предложение мирное можно ожидать в октябре-ноябре, когда они возьмут Донецкую, Луганскую, там, да, создадут буфера в Харьковской, там, Сумской и Черниговской и заявят что-то типа «Друзья, мы еще раз вам предлагаем договориться». Но уже это договориться получило новое веяние. Снова мирное соглашение будет только что
После Зеленского, они сказали. После выборов. Мы можем подписать временное перемирие, но мирное соглашение как таковое только после перевыборов. Даже если выберут Зеленского, то уже с легитимным Зеленским, правильно? Заявление. Потом, но появились еще интересные комментарии от членов Государственной Думы Комитета по обороне, что война – это за объединение России, Украины и Беларуси, за создание тройственного государства. Это уже не Одесса, Николаев. Это уже немножко другая история. Раскройте, пожалуйста, потому что многие паблики, комментаторы, аналитики, ну давайте так, уничижительно и достаточно, по-украински охарактеризовали вот это заявление. Но я же Так это- присовокуплю, задавая вам вопрос и с просьбой раскрыть вот эту историю, а, Кобякова, юриста, советника Путина, о том, что, погодите, а СССР как-то не так распадался. Да. Смотрите, это заявляются горизонты лицами, которые, ну, хотя и являются официальными, но все-таки это не фронтмены. Фронтмены – это Лавров, например, который сказал, что, ребята, ну, вообще-то, раз так по-хорошему не проходит, то будет через печень и через голову. И они сосредотачиваются, российская официальная власть, вот ее вертикаль, сосредотачивается на устранении причин войны. Каковыми стали антипроект Украина как антипроект против России. Смена проектности, вот их цель. Но неофициальные лица говорят, смена проектности плюс переход в некую новую проектность, общую проектность. Российская государственная власть официальная пока об этом ничего не говорит, по крайней мере официально, не ставит это как цели СВО. Но когда член комитета по Госдуме заявляет, и на его голову не обрушиваются репрессии, или когда советник заявляет, и на его голову не обрушиваются репрессии, показывает, что это нам показывает дальнюю перспективу. Это перспектива целей, которые будут заявлены официально, если и ближайший год или полгода опять не протрезвит. То есть было 4 области Крым, будет 6 областей Крым. Потом будет поставлен вопрос уже не о 8 областях, скорее всего, а вопрос о том, что мы что? Создаем союзное государство. Возможно, не со всей Украины, но с той территории, которая будет поглощена в результате военного наступления. Причем 4 области уже внесены в Конституцию, считаются российскими. То есть они не будут иметь альтернативной государственности. Это следующая запороговая цель, большая, крупная. Даже если они будут двигаться последовательно, они говорят 4, потом 6, потом 8 областей, потом 12. Дальняя цель они уже обозначили. Потому что они недвумысленно связывают причинность этой войны с существованием независимой Украины как таковой. И они говорят, причина этой войны – существование независимой Украины как таковой. Она должна исчезнуть. Или остаться независимым государством, но дружественной к Российской Федерации, которая находится в Тройственном Союзе. Условно белорусский вариант. Союзное государство на троих. Вот это их дальнейшие планы. Все действия на дипломатической арене подчинены, можно считать уверенно, этой дальней цели. А достигать ее можно дипломатическим путем, можно военным, можно сочетанием путей и так далее, и так далее. Мы смотрим на ход военной, вернее, теперь воздушной кампании. Смотрите, что происходит. Кроме дел, которые творятся на фронте, есть еще дела, которые творятся в тылу. 300, сколько там с лишним, почти 400 шахедов, налетевших в прошлую ночь на Киев и вообще на Украину. И заявление о том, что скоро будет 500, 600, 800, это означает невозможность ПВО это все сдерживать. Так уже Даже не сейчас сдерживают. уже не сдерживают, но плюс они добавили шахеды с искусственным интеллектом, идет главшахед управляет другими шахедами и так далее, и так далее. Что такое 1000 шахедов в сутки? Пусть даже такой налет 2 раза в неделю. Это означает, что ПВО пытается перехватывать как может, тратя драгоценные ракеты на пустяковую цель по сравнению, например, с баллистикой или с крылатыми ракетами. Они быстро заканчиваются. Никакая Европа и Соединенные Штаты не в состоянии обеспечить поток ракет, которые способен это все сбивать малой дальности, какой угодно, потому что у них не развернутое производство, и вообще это тупиковый путь. Ибо ракета стоит гораздо больше, чем шахет. То есть это путь в никуда в военном отношении. Кроме того, организовать ПВО, способное сбивать 1000 целей за день или хотя бы 900 целей за сутки,
Это нерешаемая задача на данном уровне. ПВО страшно дорогой, штучный и долго обучаемый род войск, как бы, да, специалистов не хватит на это все, а пулеметиками эти новые шахеды быстроходные не собьешь, да еще с искусственным интеллектом. То есть Украина оказалась перед пропастью. Почему? Потому что у нас гордились кустарным ПВО, но религиозная секта не может соревноваться с государством. Существует со времен Фридриха Великого умное изречение, которое звучит так: порядок бьет класс. Вот Россия сумела обеспечить порядок на государственном уровне и масштабировала производство. Они сегодня производят за день шахедов больше, чем там год назад производили за месяц. Открывается второй, третий завод и так далее, и так далее. То есть вот этот ливень средств воздушного нападения, который будет валиться на голову украинцам, с которым мы ничего не можем сделать, очень быстро деморализует тыл. Ну, быстро это не за 3 дня и даже не за 2-3 недели. Но полгода такого воздействия, и тыл надломится психологически еще более сильно. Мы не знаем сейчас, будет ли это эффективно для закошмаривания там складских запасов, военного производства, расположения воинских частей. Но бесконечные вот эти атаки, да еще же наши умельцы что придумали? Мы, говорят, будем мобильную связь отключать, скорее всего, во время налетов массовых, поскольку воздушная тревога сейчас может длиться от 8 до 12 часов, а при наличии нескольких сотен шахедов можно обеспечить круглые сутки, то круглые сутки без мобильной связи – это очень интересная перспектива для этой страны. Особенно учитывая, что управление воинскими частями это идет через, и военная коммуникация идет через ту же самую мобильную связь. Поэтому вот эти предложения, которые вбрасываются, показывают, что секта растеряна, которая собирается в такой курултай, который называется РНБО по каким-то у нас по какому-то странному сочетанию обстоятельств. Курултай, потрясающе. Курултай, да, такой, да, покамлать там с бубном ходит глав, этот самый стучит в бубен, а все остальные там что-то докладывают. Так вот, фишка в чем, что... А Зеленский елбасы. Да, Зеленский ел басы, да, и он сидит в таком пластах дыма, которые переливаются, да, что-то прозревает, общаясь с миром духа. Это показывает, что из-под Украины выбивают очень серьезную табуретку, которая звучит так: относительная безопасность тыла. Относительная, потому что удары наносились, и люди гибли. Но опасный тыл или полностью закошмаренный тыл – это две большие разницы. Это качественный скачок. Теперь смотрите, усилившееся давление на фронте, новые участки фронта и непрерывный вой сирены каждый день с ударами по там, сотнями боевых машин, с которыми ты ничего не сделаешь. Ну, к ноябрю все будут тут тепленькие. Теперь возникает вопрос, когда все станут тепленькие, какой следующий ход секты? Наладить военное производство она не в состоянии. Для этого надо быть государством. Ну, у меня есть ответ. Она таковой не Давайте является. обсудим. Да, секунду, сейчас сначала. Я знаю, приблизительно могу угадать ваш ответ, но позвольте еще 2-3 предложения. Теперь второй момент. Она не может обеспечить порядок, который сможет противостоять Российской Федерации. А ведь изменения копятся постепенно, а реализуются скачкообразно. Вот все смеялись, что Россия там что-то пытается производить, у нее очень получается. Год посмеялись, теперь качественный скачок. Через полгода будет еще один качественный скачок, там, или в течение года, например. Ну, я думаю, полгода, потому что теперь маховик как бы раскручивается все быстрее, он трудно запускается. И произойдет, например, к ноябрю еще один скачок. Еще больше шахедов, еще больше баллистики, корейской, российской, какой угодно, и полностью истощившееся, вообще не работающее ПВО или работающее по отдельным целям. Вот. А кроме того, они же совершили качественный скачок, как отметили все наши дроноводы, в дронах поля боя. Не просто больших дронов, там шахедов, летящих на 2000 километров, а дронов на поле боя. Качественное превосходство. Раньше оно было у нашей стороны, украинской, теперь оно как бы качественное у них. А поскольку это еще наращивается производство, и плюс качественный скачок, и плюс это сам вот эти государственные усилия, вложенные год-полтора, построение заводов, создание инженерных школ, там клич, все для фронта, все для победы, там взаимодействие с Китаем дало свой эффект. Через полгодика мы начнем проигрывать окончательно и бесповоротно воздух над полем боя еще. Мы так его уже проигрываем. В значительной степени, как отмечают специалисты, которые там же действуют. Почти уже начали проигрывать. Поэтому это будет уже такая, как в логике воронки катастроф, это будет 3-4 стадия катастрофы, из которой практически уже нет выхода. Что могла бы сделать система, которая государственная,
Она могла сказать: товарищи, все для фронта, все для победы, отечество в опасности, там, мне нечего предложить, кроме пота, крови и слез, затягиваем пояса, все женщины становятся к станкам и дети, все мужчины под ружье, значит, массовое производство дронов, боремся, укрытие. Вы представляете себе, что, как бы, что секта способна это выполнить? Нет, конечно. Она не взялась за ум 3,5 года, она уже за него не возьмется по одной простой причине – нет ума. Поэтому перспектива выглядит так очень просто. Одна мова, одна вера, одна область, потому что одна извилина. Хороший слоган, кстати. Но Перед качественным скачком Россия предложит еще один раунд переговоров, еще один Стамбул или что-нибудь такое. Но выставит уже другие требования. Ребята, теперь 6 областей, например, она скажет, да, и вот такие-то, такие-то условия. Что, как вы думаете, что сделает секта? трагедию, Алексей Николаевич. Она и ради улюлюканья, она и этот Стамбул сорвет, и то пойдет речь о 12 областях и полном уже в ноль закошмаривании Украины. А если наши великие дроны, которые секта запускает каждый вечер, куда-то там попадут в химический завод или атомную станцию, то они выпросят куда более радикальных мер в отношении Украины, а не просто увеличение количества шахедов. Так, Причем дурной подождите, парадокс заключает, да, да. вы смотрите, в чем, наверное, вот мне тоже так очень понравилось, в конце прошлой недели все как бы, как это, собаки начали лаять на караван, да, который идет, а все начали дружно облаивать Арестовича, который у себя написал, что значит так, сборы там для военных, не для военных, но именно на то, что не убивает, а сохраняет жизнь. Ну и там разные там гуманитарные вещи, то есть не на оружие, то есть так все поняли. И вот все как бы и понеслась, да, то есть вот, и все вот это вот улюлюкают, все как всегда, там, Арестович предатель и так далее, и так далее. Вы же понимаете, что проблема вот этих вот этого ума, ну, Мгм. я просто, извините, я себе дам как бы возможность, может быть, где-то немножко слишком дерзко, но и оценить. Проблема Мгм. заключается в том, что вы как бы это все анализируете с позиции человека, который, которому не плевать на Украину. Вот в этом проблема. А если вы же спрашивали, а что сделает секта? Секта сделает трагедию, чтобы показать по мировым СМИ какую-нибудь, не знаю, кровавую баню после взрыва какого-нибудь, не знаю, там, заряда или какой-то там вот трагедии такой. Вот то, что хотелось, но как-то вот не получилось, потому что до конца непонятно было, что вот Каховская ГЭС как-то, да, полностью изменила ландшафт в том, вот что-нибудь такое подобное. Дамбу могут рвануть, например, и все, трагедия киевскую, да, и все там, это же под водой, это же кошмар, это же ужас. И весь мир тогда встрепенется, скажет, России все хватит, все ахнут, сколько жертв, и договорятся. Вот в этом очень интересный сюжет какого-нибудь там, не знаю, голливудского блокбастера с Брюсом Уиллисом, который поджигает последнюю спичку или там стреляет в этом сопле самолета. Вот в таком духе, понимаете? Вот на это сценарный расчет. И поэтому секта будет отвечать трагедией с большим Это количеством жертв. упирается, смотрите, это упирается в две вещи. Первая вещь – реакция мира. Да. На самом деле поводов уже для вмешательства было миллион для мира. Сама эта война является очень серьезным поводом для вмешательства. Были уже и Бучи, были уже Изюмы, были уже херсонские тюрьмы, все, что хочешь уже было, удары и так далее, и так далее. И что? И ничего. Гипернарциссизм секты заключается в том, что они думают, что первое, что мир еще не видел таких трагедий, как видел, как сейчас потерпая Украина. И второе, мир должен Украине и немедленно должен отреагировать на один волос, упавший с головы украинского ребенка. Мир не только видел, те, на кого они рассчитывают, не только видели таких трагедий, они сами авторы успешные, куда более крутых трагедий, чем может даже вообразить. Кому они апеллируют? К американским сенаторам, папы которых, ну, еще воевали во Вьетнаме, убив там 2 миллиона мирных вьетнамцев или сколько там, или плюс-минус, как бы, да? Сбрасывая химическое оружие, в ноль выбамбливая там, да, целые деревни, там, города и прочее производство, да еще программа «Феникс», где вьетнамцев убивали без суда и следствия. Как бы, да, это же, ну, простите, Афганистан, Ирак, туда-сюда.
Это не пройдет. Не пройдет это по одной простой причине. Сейчас все апеллируют к Трампу, кричат, ну вмешайся, так же нельзя, это же очень плохо. Трамп, конечно, говорит, что, ну, вы знаете, Россия, да, Путин сошел с ума, так все это печально, но ничего не говорит о продлении американской помощи и передаче американского оружия. По одной простой причине. Россия для него фактор и серьезный субъектный союзник, более серьезный, чем он, по одной простой причине. Она готова на ядерную войну для защиты своих национальных интересов. А Трамп на нее не готов. Поэтому у России старшая масть в этой игре. Самая старшая в мире, пока никто больше не готов на ядерную войну. Теперь, что такое Украина для Трампа? Токсичный пассив. Говорить можно все, что угодно. Говорение может длиться 3 года. Говорение может длиться 5 лет. Но не сменив проектность, токсичный пассив не станет активом никогда. А даже представьте себе, что Украина сейчас вот ложится спать, а завтра с утра просыпается, и она уже как Израиль. У нее хай-тек, космос, хай-тек тесно завязан на американский хай-тек, американское превосходство в военных технологиях теснейшим образом связано с украинским, и мы вообще для них союзник номер один. Посмотрите, как американцы обращаются с Израилем. Ой, плохо обращаются. Трамп брутально наехал на Натаньягу, Трамп требует прекратить операцию, Трамп заигрывает с арабами, Трамп готов признать палестинское государство, ну практически вот уже наложить санкции и так далее, заставить Израиль силой прекратить огонь. Это при глубочайшей степени взаимозависимости Израиля и США. Нам такая и не снилась. Так вот, если он давит так на Израиль, как вы думаете, что будет с Украиной? Так в этом и загадка, что не происходит этого давления на Украину. Ну вот Дело, давайте. дело не в этом. Смотрите. Это прям очень интересно сейчас. Да. Смотрите, как же говорили. Сейчас Трамп придет, заставит провести выборы. Там прекратит всю помощь и под этой угрозой все прекратится. Сейчас он надавит на Зеленского. Сейчас поставит на какие-то проекты внутри Украины через нового посла, ну пока временную поверенную. Сейчас эту сделку выкрутят вообще в ноль, то есть обезжирят всех олигархов. Ничего по Украине не происходит по отношению Трампа. Потому что Украина Трампу не нужна. И Америке она не нужна. Трамп рассчитывал на очень простую вещь, что он предложит настолько идеальную сделку, что Россия и Украина продавятся добровольно. А Россия сказала, да, окей, заключаем сделку, почему нет? Вот вам трастовый фонд, вот вам триллион, вот вам все на свете. Нам какая разница, как достигать своих целей? Но выставила свои условия. Вот нам нужны 4 области и Крым, как бы, да. И после этого сделка на здоровье. Ну, плюс нейтралитет, плюс там права русскоязычного населения, плюс церковь, плюс вот все, что сказал Лавров. И то, что неоднократно говорились. А Зеленский сказал, нет, нам этого не надо. Нам нужно продолжение войны, и вы немедленно, Трамп, должны принять в ней участие. Трамп покрутил пальцем у виска и добавил вчера, что, или вернее сегодня, что все, что говорит Зеленский, все очень мешает Трампу. Так вот, один предел – это то, что даже если левый берег Киева полностью смоет дамба, там будут сотни тысяч жертв погибшими, но мир неделю это пообсуждает и забудет. Это ничего не изменит. Ну, может, санкции ведут против России. Это один из пределов. А второй предел – это то, что им нечего предъявить России, нечем воевать. Они не будут воевать за Украину. Смотрите, это сказка, где одна сторона сомнительный, очень непростой, но возможный союзник или партнер в международных отношениях России. И вторая сторона – это токсичный пассив, который камень, ядовитый камень, который повесили на шею Америки, разрешается всегда одним и тем же способом. Уходом из Вьетнама или из Афганистана. На наших глазах, при нашей жизни. Я родился в 1975 году. Америка ушла из Вьетнама, и Америка ушла из Афганистана и Ирака. Да, со срывающимися с колес улетающей авиатехники, там, вьетнамцами и афганцами. Несколько сотен тысяч людей взаимодействовали с американской администрацией в Афганистане, практически всех бросили. Судьба их трагичная и ужасна. Это те родители, которые передавали детей солдатам, считая себя уже погибшими, но хоть ребенка заберите в США. Это вот кульминация всей этой истории. Напоминаю Генри Киссинджера. Быть врагом Америки опасно, но быть другом Америки смертельно опасно. Вот и вся история. Поэтому дамба, 10 дамб, 50 ядерных бомб, взорвавшихся над Украиной, это ничего не изменит. За нас не будут воевать. За нас никто не будет воевать, кроме Беларуси и России. Существует всего 2 страны, готовые сражаться за Украину.
Причем в позитивном и негативном варианте. В позитивном это когда все трое сражаются страны, в негативном, когда воюя с Украиной за Украину, как они считают, за другую Украину, это Россия и Беларусь. Все. Больше никто никогда. Это реальность. Из этой реальности исходили бы разумные люди, если бы было государство, и у него были рациональные цели, рациональная политика. Поскольку это не государство, а религиозная секта. Она не может быть рациональной априори. Она может имитировать, симулировать рациональность в ее пределе, вот в ее картине мира, в рассуждениях. Они где-то даже логичны, если не посмотреть на перспективу. У них нет ответа ни на один серьезный факт или логическую развилку, фактологическую, которую вот мы рисуем в своих передачах бесконечно, для тех, кто еще пробует думать в Украине. Смотрите, вся эта история, я могу сказать, это не просто будет трагедия, это будет растянутая трагедия. Будет закручен, чем больше шахедов будет падать каждый день на голову украинцам, тем больше будет закручен градус патриотизма. Будет уже абсолютно фашистующая риторика и будет абсолютно фашистские практики. То есть будет затягиваться фашистующая петля. Такая вот. И как сказал кто там, Гёссе, Гейне, не помню, да, что когда сжигают книги, обязательно заканчивается сжиганием людей. В Украине все интереснее. Мы начали сжигание людей в Одессе, потом начали сжечь книжки, и, видимо, снова вернемся к сжиганию людей. Я вам практически гарантирую к зиме очень серьезные вероятности мобилизации женщин. На призывной возраст завалят еще раньше, потому что сейчас для того, чтобы противостоять летне-осеннему наступлению, нужно 1200 мобилизовать. И этим будут заниматься. То есть ТЦК начнет лютовать еще больше в ближайшее время. Отсрочки сокращаться, одеваться будет некуда и так далее, и так далее. Страна у секты в заложниках. Все очень просто. Секта тянет ее в могилу. Ни одного рационального объяснения, почему можно было бы остановиться и передоговориться, у них нет. Они твердят как мантру: Россия не остановится. Хорошо, допустим, Россия не остановится воевать против секты. А против кого остановится воевать Россия? Можно же задаться таким вопросом. Почему Россия не воюет с Казахстаном? Не воюет с Азербайджаном? Азербайджан, сказать, что он прямо так комплементарный России, так нет. Он разгромил ее союзника Армению. Но почему-то с Азербайджаном Россия не воюет. Оказывается, есть условия, которые позволяют сделать так, чтобы Россия не воевала. Мы, конечно, не Казахстан и не Азербайджан, потому что они на нас смотрят совершенно иначе. Но и на этих условиях можно было бы что сделать так, чтобы войны не было. Можно. До сих пор остается такая опция. Более того, они ее прямо называют. Они говорят: мы готовы прекратить боевые действия на вот этих условиях. Раз, два, три. Пожалуйста. Только условия все время ухудшаются, потому что секта настаивает на продолжении боевых действий. Перспектив у войны нет. Украина ни при каких обстоятельствах не может победить. Международная ситуация никогда не изменится в пользу Украины по одной простой причине, потому что мы им чужие. Мы им чужие. Воевать с ядерной державой, да еще с Россией, никто не будет из-за Украины. Никто. 150 таурусов, которые нам дали, замечательная история. Ну, еще не дали. Ну, обещают дать. Ну, Да. все. Все, это все, как бы, да, что дальше? Обеспечить поток военно-технической помощи, способный сдерживать, на равных противостоять маховику военной промышленности Российской Федерации, которая с каждым днем набирает обороты, Европа и Соединенные Штаты не в состоянии. Даже Соединенные Штаты не в состоянии. Не просто Европа. И даже объединенные уже не в состоянии, уже упустили время. Особенно учитывая, что нет никаких гарантий, что если этот маховик всерьез будет подключен, Китай не включится. Помогает России чуть более сильно, чем до этого. Поэтому любое продолжение войны – это просто бессмысленное увеличение количества жертв в условиях очень четкого рационального понимания, что ничего не изменится, и у антипроекта нет перспектив ни в каком варианте. Он не способен в военном отношении, он не способен в организационном, в административном, он не способен в дипломатическом. Но есть второй предел. Это не только то, что мир не отреагирует на трагедию в Украине так, как им хотелось бы. Скажите мне, какой смысл существования антипроекта? Вот это вот самый настоящий предел. Для чего это все? Гражданам лучше не становится, даже если брать абсолютно материальные цели. Ну что, у нас стал лучше налоговый климат или экономика? Последние инициативы – это у нас там гражданин должен продать диван и декларировать это в налоговой, там на OLX, потому что, ну как, он же теперь уже предприниматель. Половина страны хотела быть предпринимателями, и неожиданно оказалось, правильно?
сами того не желая. За 200 гривен ты там должен уже отчитаться, письма счастья налоговой рассылать. За что мы воюем? За существование, они говорят, за украинскую культуру, язык. Я вам напоминаю, что в Советском Союзе было все в порядке с украинским языком, с украинской культурой. Столько в истории человечества книг на украинском, сколько издал Советский Союз, не издавал никто никогда. Нигде. Независимая Украина сотой части книг не издала, которые издал Советский Союз. Самый лучший словарь украинского языка был издан при... И энциклопедия была издана при Советском Союзе. Самой по себе украинской культуре и языку тройственное государство не угрожает аж никак. Вон, пожалуйста, в Москве до сих пор проспект Шевченко, там улица Леси Украинки, прямо упирающаяся в Ивана Франка возле Киевского вокзала. И чё? То есть украинский язык и культура 100% сохранятся в тройственном государстве. Будут называться малоросским или даже украинским по-старому, но они останутся. И люди будут говорить на украинском языке, ничего с ними не будет. Особенно, если они декларативно будут служить тройственному государству, там, новой империи и так далее. Тогда про что идет речь? Я напоминаю, что мне старые упавцы рассказывали, как в 1956 году Хрущев их победил и заставил пойти на примирительную. Их договорились под гарантией. Привезли в Киев, привезли в Канев и показали. Вот смотрите, в Каневе могила Шевченко. Показали, в каком порядке музей и издание его сочинений, советское издание с золотым обрезом, дорогущее, всей переписки, всех сочинений, всего на свете. Значит, да, со всеми карами, которые он призывал на голову москалей. Потом, значит, девочки в веночках в национальных костюмах. В Киеве звучит кругом украинская речь. И их спросили, за что вы воюете? И они сдались. Потому что смысла нет. Трагедия антипроекта не в том, что ему не помогают из-за того, что смыло дамбу и 300 тысяч человек погибло в Киеве. Трагедия антипроекта в том, что он бессмысленен, его существование бессмысленно. Полностью бессмысленно. Они говорят, мы бьемся за украинскую идентичность, культуру и язык. Украинская культура, идентичность и язык, даже если Россия полностью ее уничтожит, вполне может существовать в Канаде. Не пропадет. Вопрос, Также, почему она должна существовать именно на этой территории, именно с таким начертанием? У них нет ответа на этот а вопрос. как же европейский выбор? Я, если честно, был, ну, Мерц, конечно, всех поразил Таурусами сегодня, а потом высказался в адрес словаков и венгров. Мол, если будете колебаться отлично от курса партии, да, от европейских структур, мы вас лишим финансирования. Не будете брать, открутим газ. Ну, Такая образно. замечательная внутриевропейская история, которая приведет к тому, что старая Европа начнет ссориться с новой Европой, с восточноевропейской. А выборы новой Европы предельно понятен, потому что вместе слиться они не смогут, ибо претензий у восточных европейцев друг к другу зашкаливающее количество. Судьба Югославии тому пример. Вот, и они дружно побегут в ту Россию договариваться. Но центральный вопрос всей этой истории – какие позитивные цели у антипроекта? Смотрите, если декларируется только сохранение национальной культуры, то для этого государства не нужно. Культура вполне себе может существовать без государства. Один только пример. Она должна быть настолько сильной, чтобы рассеянная нация смогла ее поддерживать и ею питаться, добровольно сохранять украинскую идентичность, учить язык, пользоваться там вышиванками, слушать песни Квитки Цисип и всего остального, да, если они захотят. Но для этого нужно давать, культура должна называть к таким высоким смыслам, что когда человек сталкивается с американской культурой, там, например, немецкой культурой, французской культурой, где там украинцы находятся, австралийской культурой, он должен говорить: так, дети, смотрите, вот наглядная вещь. Вот дети напротив него садятся, он говорит: смотрите, вот вы сейчас в итальянской культуре. 70% мировой сокровищницы культуры находится в Италии. Но вот эта культура, культура X назовем ее, или культура U, она такова, что дети непосредственно чувствуют ее силу и говорят: мы хотим к этому принадлежать. Культуру же невозможно навязать, она же добровольная. Если ты навязал, то тем больше к ней будет отвращение ее. Дети даже с навязанной украинской культурой, если она им не нравится, они ее сбросят к 18 годам, там, к 25. Еще будут злейшими врагами, и
и беситься против искусственно навязанного. Как сегодня дети в Киеве слушают русский рэп и смотрят российские сериалы в протест против душного официоза, который стал исполняться на украинском языке уже очень давно. А вот если там есть что-то такое значимое, например, божественная комедия, Фауст, Степной волк, что там еще, написано на украинском языке, дети говорят, да знаете, это так офигенно, что я хочу знать в подлиннике. Вы Вот я... знаете, напомнили мне Да. тоже там несколько дней назад Корчинский высказывался Мгм. о вас Мгм. ну тоже, да, об этом, о том, что все там Гёте, там, Гегель, божественная комедия. Мы не хотим пережеванное российское, русское. Мы хотим вот прямо, так сказать, соприкасаться. А А, Россия, вот и как позиция Арестовича, как там Штирлиц, как железная машинка, которой я игрался раньше, говорит Корчинский, а сейчас нам вот надо идти туда, вот там свет, вот там идея. Здесь тоже две истории. Первая. Спросите Корчинского, сколько иностранных языков он знает. И на чем он читает этого самого Фауста Гёте. Я вас уверяю, он читает его на русском языке. Да. Потому что я с ним 10 лет находился в теснейшем контакте, знаю, что он может читать и чего он не может читать. Второе. Он мороженое заказать не может на английском. Я уже не говорю про немецкий, испанский и так далее. Теперь вторая история. Он читает на пережеванном русском. Вариантов у него нет. Второй вариант заключается в том, что, хорошо, Гёте украинец. Или, может быть, Не, ну подождите, Данте Алигьери тоже может надо украинец? копнуть. Если И, Иисус Христос украинец, помните ага. эту старую байку? И Герман Гессе тоже украинец. Они все так кричат про европейскую культуру, как будто они ее создавали, пока параллельно копали Черное море. Вы покажите украинскую культуру. Что же вы мне тычете поляков, немцев? Я и без этого их уважаю, без этого их очень ценю. Сокровищница, бла-бла-бла и так далее, и так далее. Я, между прочим, учился в религиозном институте, высшем институте религиозных наук у католиков. Там немножко, как это, знакомство с западной культурой идет чуть-чуть более глубже, чем представляет себе Корчинский. Но у мне в голову не приходило выдавать ее за какую-то другую культуру. Я четко понимаю ее происхождение. А украинцы говорят следующее. Хули смотреть там «Тайну третьей планеты», и вот эти не украинцы, а вот эти вот, как это, прости господи, украинствующие. Они говорят, что нам, профессиональные украинцы, что нам смотреть «Тайну третьей планеты» или «Гости из будущего». Вон есть там замечательные детские фильмы и сериалы на Западе. Так это же неправильный постановок вопроса. А где вы, где Запад? Вы-то к Западу при чем? Покажите ваши детские фильмы, ваши детские сериалы. Нету? А чем вы занимались 3-4 года? Вы не хотите читать пережеванного Гегеля? Интересно, Корчинский на каком языке читал Гегеля? Феноменологию духа. Я вас уверяю, на русском. Не просто уверяю, я 100% знаю. Потому что по-немецки он знает только Хэнде Хох. И все, и то из советских фильмов про войну. Не, ну что, есть Так вот, еще я Натюрлих, да, тоже. да, вот есть вторая еще есть история ограничения. Ограничение заключается в том, что Корчинские нахер не нужны на Западе. Это Всем, правда. всем этим потомкам Данте там, и так далее, они нафиг не нужны. Они нужны им в качестве индейцев, которые, завернувшись в одеяло с оспой, воюют с другими индейцами. Все. Поэтому весь смех вот этих украинствующих, профессиональных украинцев заключается в том, что они так рвутся на Запад читать Гейны, забывая про то, что ни Гейны, ни его потомкам они не нужны нафиг ни в каком варианте. И тогда мы цитируем Тараса Бульбу. Он, конечно, не Корчинский, но некоторая доля авторитета у него есть, у его автора. И он говорит следующее, что вы в речи о товариществе, сапог польского пана, который давит вам на шею, предпочитаете чему? В современных терминах своей собственной идентичности. Вот это про Корчинского. И его сотоварищей, в буквальном смысле этого слова. Это настолько смешно, что ну, он не глупый человек. Но религиозная секта украинствующих, да, она отбивает мозги даже умным людям, каковым он, безусловно, является.
Смотрите, они кричат, еще раз, вот поймите эту дурную ситуацию. Они говорят, нам не нужен Вася, потому что Вася тупой, а Петя выдает что? На гора шедевр за шедевром. Поэтому мы к Пете. И Петя им говорит, да идите нахер, нафига вы мне сдались. Я лучше с Васей поговорю. У Васи Достоевский. У Васи Лев Толстой. У Васи Гоголь. У Васи Чайковский. У Васи Стравинский. У Васи много кто есть. У Васи Репин. У Васи Малевич. У Васи Шостакович. А у вас что? Нечуй Левицкий? Кто это, простите? Корчинский и его товарищи известны на Западе только одним, что они борются против Булгакова. Так вот, в одной Германии, по-моему, докторских работ по «Мастеру и Маргарите» больше 200 штук. Я лично разговаривал с немецким профессором, который специально учит русский, чтобы читать Булгакова в подлиннике. Он всю жизнь на нем специализируется, и на старости лет появилось чуть больше времени и начал учить этот сложный русский язык. Заметьте, он не учит украинский, чтобы читать стихи Корчинского. Очень неплохие, кстати. А почему так? Но при этом к нему врывается, где вот профессор сидит, ест свою сосиску, к нему врывается Корчинский и говорит, так подождите, секундочку, мы к вам. И вот по какому делу, профессор? Мы с вами единая европейская семья. Он говорит, вы знаете, я знать вас не знаю. Вы откуда? Мы из Киева. А город Булгакова? И Корчинский кричит, нет, не Булгакова, Петлюры. Петлюра нес свет цивилизации. Он образец. И Винниченко всего этого. Он говорит, а кто это, простите? Вот и весь поход на Запад. Да. За непережеванными образцами. Поэтому Корчинский и его товарищи – это пережеванное пережевыванного. Это псы, которые обратились на свою блевотину и пожрали ее. Потому что это лицемеры самого последнего пошиба. Все, что знает Корчинский об этом мире, он прочитал на русском языке. И будучи дедом под 60 лет, оно сидит, ерзает жопой и рассказывает о том, что не надо его читать на русском. А на каком? Вы же за 34 года не умудрились нормальный перевод устроить мировой классики на украинский язык. Потому что украинская школа переводов – это отдельная и очень большая боль, о которой можно много говорить и много плакать. Поговорите с Баумейстером на это. Он большой специалист по украинским переводам. Вложил огромные, кстати, усилия в то, чтобы украинская переводческая школа, в частности философская, очень сильно обогатилась. Полжизни человек положил на это. За это его вытеснили из страны и обозвали российским шпионом. Друзья, Где Корчинский, где Баумейстер, простите. Да, друзья, Понимаете? значит, смотрите, QR-код, который вы видите возле Алексея Николаевича, это школа личностного развития, школа мышления авторская, поэтому переходите, ищите курсы, семинары, лекции, где-то онлайн, где-то, скажем так, ну вот те, которые доступны. В общем, загляните туда, если вам интересно. Это прям, скажем так, находка, если особенно в последнее время, вот последнее там обсуждение темы, да, вот этой истории, причем очень важной истории, там, Корчинскими, это вот этого взгляда на Запад, да, как смысл антипроекта, вот, а мы на Запад, а мы идем на север, да, вот это выражение. Это вот очень важно, я думаю, что вам понравится и тоже по этому QR-коду. Прямо сейчас 27 тысяч онлайн на канале Александр Шелест, 42 тысячи онлайн на канале Алексей Арестович. Поставьте, пожалуйста, лайк. Алексей Николаевич, смотрите, давайте тогда вот следующим образом поступим, потому что я очень хотел бы с вами обсудить, давайте точечно, да, хотя бы какие-то вот эти темы. Пройдемся немножко по линии фронта и будем двигаться к нашим зрителям, многоуважаемым, которые пишут. Это очень, знаете, вдохновляет. Ну, у меня вообще вдохновляет, когда они пишут, откуда они, да, вот откуда смотрят и откуда они. Вот это прям потрясающая история. Поэтому, друзья, комментируйте и будьте соучастливы. Алексей Николаевич, значит, тогда вот в таком режиме, но очень важно, да, в продолжении темы того, что вы сказали выше. Значит, я очень хотел бы, чтобы вы прокомментировали обмен, который совершился. 300 на 300 поменяли 3 раза примерно. Значит, меня интересует в этом обмене два аспекта. Аспект первый. Недовольный Прокопенко, который говорит, а не тех поменяли. Хотя посмотрели, вернулись реально сержанты-солдаты, которые с 22 года сидели
Ну вот там содержались, да, в тюрьмах, в местах для военнопленных, ну вот в Российской Федерации. Причем посмотришь на них, они реально как бы, ну вот такие мужики. Хотя там разные тоже были, но тем не менее. И второй аспект, ну и он раскритиковал президента, да, Прокопенко о том, что вот смотрите, и потом начали вспоминать, это был тот Прокопенко, который не подал руки на параде 19 года Зеленскому, когда, помните, красивый был парад с НАТО, девочка выбегала к солдату, там режиссура, все, ой, как было красиво. А потом через полгода война. И второй момент, который очень важный, я хотел бы, чтобы вы тоже затронули, комментируя обмены, как пункт, как бы выполненный пункт договоренности вот этого свежего Стамбула, Стамбула-2. Это видео Владимира Золкина, который в автобусе, я думаю, вам попадалось, расспрашивал у женщин, ну, таких уже в возрасте женщин, ну, то есть не молодух каких-то, а таких, которые были обменены, ехали на обмен по разным статьям. Но особенно примечательно за лайки, посты, общение в мессенджерах с оккупированной территорией, там соцработница одна была. В общем, то есть вот этих людей мы повезли на обмен. И всем им шьют шпионаж, предательство, измены Родины. Ну, в общем, быстренько и вернули. О чем это говорит? У нас, получается, обменного фонда не хватает. Ну и, собственно, что ж такое? Мы не тех меняли. И чем чревато недовольство, ну, вот этих редисов и других, обмененных в свою очередь ранее. Ну, тут все понятно. Как бы. Прокопенко логика какая, что азовцы подвергаются в плену большим испытаниям, чем все остальные пленные. Это справедливо, потому что азовцев там ненавидят. Для них они символ нацистов. Пленные из третьей штурмовой, из Азова, из Азовского движения, в любого, это как бы для российских тюремщиков это сладкая булочка. Иди сюда, мы сейчас отрываемся за все. У меня дед, а ты, когда у парней находят там-то свастику, да, как бы там и прочее, прочее, ну и репутация создана соответствующая, то, ну, это вызывает особое чувство Российской Федерации. Они же за этим сюда явились, это денацифицировать. Поэтому, чтобы их отдать, нужны какие-то особые условия. Раз. Второе. По сути, Прокопенко и его товарищи выпускали россияне под условие, они это публично говорили, под условие, что они больше не будут воевать, останутся в третьей стране. Их привезли в Украину, они сегодня возглавляют бригаду, а потом армейский корпус. Сейчас собираются возглавлять. То есть с точки зрения россиян Украина обманула по условиям обмена. А значит, какого хрена мы даже будем менять остальных азовцев? Вы обманули на конкретном азовском треке, все, больше мы вас не меняем. Это их логика. В-третьих, обмены, по-моему, были азовцев с тех пор. Все-таки часть отпускали, тяжелораненых, еще кого-то, женщин там и прочее. Я точно не помню, это все надо уточнять. Но, по-моему, меняли. Несмотря даже на нарушения вот, как бы договоренности и прочее, прочее. Поэтому Прокопенко не предъявляет россиянам, он предъявляет офису, говоря, что, ребята, вы плохо стараетесь для обмена азовцев, которым там тяжело в плену. Вот. Почему их Россия не меняет? Потому что это фашисты, которых надо осудить, сгноить и так далее. Тут как бы все понятно. Это часть денацификации. Что касается нас, обменного фонда у нас действительно не хватает, потому что пленных в основном берет наступающая сторона, а не обороняющаяся. Так устроено. Вот как только в Курск мы зашли, сразу очень много пленных образовалось, но пока были наступательные движения, но и их не хватает. А только что касается бабушек за переписку, ну, это антипроект расписывается своей абсолютной слабости, потому что, ну, не можешь набрать военных, да, на обмен, ну, приходится женщин хватать за то, что они переписывались на оккупированной территории, либо с оккупированными территориями. Ну и Ну, опять-таки мы меняем да. своих граждан в очередной раз. Да, мы своих граждан отдаем куда? Мы кричим: верните нам детей, но сами же отдаем своих граждан агрессору, как они говорят. Ну, это как бы логика. Говорят, когда Аристотель придумал логику, он на радостях зарезал 40 баранов. С тех пор бараны не любят логику. Все очень просто. Значит, многие... Я вот, знаете, я вот когда это говорю, я прям натыкаюсь внутри на такой шлагбаум. Я даже не могу это все произносить. Настолько мне тяжело. Потому что это настолько элементарные вещи, что разъяснять их, повторяю, мне тяжело их разъяснять. Это все равно, что сейчас заставлять себя говорить примерно дважды 2 равно 4, дважды 3 это 6. Вот таблицу умножения произносить.
Ну, вы же понимаете, это очень важная вещь, Я особенно... понимаю, но я говорю о том, что я в этот момент испытываю настолько это все абсурдно, предельно абсурдно, что ну, мы будем об этом говорить, но об этом тяжело говорить, потому что ну, это надо быть полностью без ума. Ну, каковыми они являются, вся эта секта на самом деле. Когда Арестович, а это уже там ну, подряд, по-моему, пару эфиров, говорит о том, что будет мобилизация женщин, ну, все как-то так, ну, понятно, там, стращают, там, туда-сюда. Но вот, внимание, я бы хотел вот здесь вот как бы очень и очень пристально, вдумчиво, то есть посмотреть на это дело, на эту акцию. Госпожа Верещук провела выходные на полигоне. О чем свидетельствуют вот эти фото? Вот она, красивая, мчится Мгм. по полигону с автоматом. Супер просто. А здесь она в лёжке с тем же автоматом, смотрит вдаль и целится. Ух, вокруг тоже люди, наверное, такие же, из правительства или из офиса президента. Здесь она улыбается, и на нее мило искося из-за угла тренировочного окопа смотрит боец с чудесно выбритой бородой. То есть мы видим, какие... Это прямо... Если бы мне показали, я думал, что это такой журнал Vogue, да, но теперь для Верещук. И, в общем, все красиво, все как бы натурально. Посыл следующий. На прошлой неделе она сделала заявление о том, что нужно готовить наших детей к войне длительной и продолжительной, ну и самим готовиться. Это вот она, так сказать, собственным примером пошла, так сказать, реализовывать вот эту историю про пункты национального сопротивления по всей стране, мол, каждый должен знать, как держать автомат, управлять дроном, что такое бой. И я вот на выходных взяла и отправилась, и продемонстрировала. Почему я... Смотрите, тут можно сейчас очень много, скажем, собрать лайков и комментариев, и тем более там обсудить Верещук с Арестовичем, но я хочу обсудить не Верещук. Я хочу, чтобы вы вот сравнили вот эту атмосферу, которую продемонстрировали фотографии, вот с этим видео. Это неимоверная история. Буквально тут 10 секунд, давайте посмотрим. Шаг на Ридов, шаг на Ридов. Значит, этот человек, инструктор, показывает новобранцу, как смотреть, ну, как бы уклоняясь, проверять, да, вот что там из-за угла. Не на Верещук смотреть, улыбаясь, а вот как вот так делать. Стать, дозволите. Іди. Постань напроти угла. Діти, блядь, вертаються. Ти туди дивишся, блядь, за угол нахуй. Я, блядь. Диви, блядь, ви, стань вперед. Да не возьми ту голову на цей автомат, блядь. Ну, в общем, много матершины, много всякого разного, и в конце концов он говорит, там плохо слышно, я на ускорке специально даю, чтобы много времени не тянуть. В общем, выйди отсюда, выйди с класса. А там рядом сидят же побратимы, которые тоже в учебке, то ли инструкторы, то ли кто. И вот это вот снимают на видео и ржут. Вы, наверное, слышали. Алексей Николаевич, слушайте, ну, вот эта подготовка. И вот такая, знаете, как это по телевизору показали, а вот это вот в жизни. Вот даже человек автомат в руках не может держать никаким образом, и в конце концов этот инструктор его ничем не научил. А Верещук, смотрите, как может. Так все еще намного веселее. Украинцы очень часто возмущаются тем, что и справедливо, что их пленных расстреляли. Вот взяли пленных на поле боя, расстреляли. Там периодически появляются такие видео, обращения в ООН, там, про права человека, как же так, россияне расстреляли наших пленных. Заметьте, пленные – это обученные лучше, чем Верещук, военнослужащие. Как правило, обстреляны, то есть находящиеся на поле боя, действующие в составе воинского коллектива, в системе, осуществляющие регулярные систематические боевые действия. Но когда им не хочется, они зажаты сзади командирами, сверху своими дронами, военной прокуратурой, ДБР там, и прочим, там, замполитами и соседями справа и слева. Но когда им не хочется воевать, они сдаются в плен. И их расстреливают. Или просто берут в плен. Хотя у них автомат уже есть, и они как-то им умеют пользоваться, но лучше, чем Верещук.
И лучше, чем этот несчастный воин, которого там готовили на этом видео. Теперь вопрос, а что они так делают? Зачем они сдаются? Почему не взять автомат и не пострелять из него немножко в противника? Высовывайся из угла, не высовывайся из угла. Потому что они не хотят воевать. Я могу сказать, что в Украине есть интересная прослойка людей, которые, их очень немного, но они военные профессионалы экстра-класса. И никто из них не воюет. Хотя, поверьте, эти люди умеют воевать. Я хочу здесь одну ремарку. Да. Ну, понятно, что у вас таких знакомых гораздо больше, ну, людей. У меня есть один такой знакомый. И вот в частной беседе, я не буду называть кто как, очень уважаемый человек, уже такой за 50 ему. Он, он в 14-м повоевал. Ну как повоевал? Он рассказывал мне очень интересную историю о том, что мы вот алло-алло, созвонились с той стороной, мы сейчас будем стрелять. Типа, ховайтесь, прячьтесь. Те раз спрятались, отработали. Наоборот, звонок, да, окей, там в районе это, там, Горловки было и так далее. Окей, назад. Он посмотрел на это дело, они так повоевали там, да, какое-то время. А потом он ушел, ну там структура и так далее. И когда вот пришла вот эта пора, он мне сказал очень важную вещь. Он говорит, а я не пойду убивать славян. Вот такой у меня принцип. Я не пойду. И вот это вот заставляет задуматься. Ну, просто эта интересная штука заключается она в том, что рано или поздно люди занимают позицию. Вот я прекратил боевые сборы, например, потому что я тоже не хочу убивать славян. Вы знаете мое отношение. Это война безумия, нас туда втянули, и русские и украинцы убивать друг друга не должны. Это надо прекращать. Ну, стоять на этой позиции, осуществлять боевые сборы как-то не с руки. Рано или поздно надо было занять окончательную позицию, вот я ее занял. Теперь смотрите, что касается... Есть люди, которые готовы убивать славян, кого угодно и так далее, но они все равно не идут воевать. По той простой причине, что они говорят, а за что, ради кого, ради чего? За Гетманцева? За запрет мне разговаривать на русском языке? Или моим детям в школе? За что я должен воевать? За изуродованную Одессу? За спаленные книги Булгакова? За Достоевского? Нет, не хочу. Это не моя война, это не моя история. Я не буду за это ни убивать, ни умирать. Это люди, у которых там за плечами, ну, 20 лет специфической практики, скажем так. 20-25, еще при Советском Союзе, еще там некоторые из них много чего делали по всему миру. Теперь мы берем, у нас же каждая, вот что такое секта? Секта думает, что она, история началась с них, и вот они, и одновременно они последнее поколение. А мы берем их любимый пример, герой Крут. Наступает банда Муравьева на Киев, 5500 человек. Это были настолько дикая публика, что их потом осудили сами большевики. Часть расстреляли, часть репрессировали, а часть это сам, за то, что они выполняли. А в Киеве в это время несколько полков УНР, ну, или директории, как бы, да, военные профессионалы и несколько десятков тысяч профессиональных офицеров. И вся власть директории не смогла выставить ну, хотя бы там 1000 профессиональных военных, которые в обороне вполне бы сдержали большевиков. Я уже не говорю о том, что, ну, в принципе, если бы она предложила профессиональным офицерам или даже своим же украинским полкам что-нибудь содержательное, то они бы раздавили этого Муравьева, никто бы не заметил. Но вся вот тогдашняя Киев сумел выступить, вся эта власть сумела выставить только несколько, ну там 300 романтических студентов, которых там прикололи штыками в 2 счета, и на этом все. А почему так? Киев был переполнен военными профессионалами, которые бы эту банду уделали там в 2-дневном сражении просто в ноль, а может и в однодневном. Они не пошли воевать, они не верили этой власти вообще. Не верили, не вдохновлялись, она ничего не смогла сделать для того, чтобы им просто объяснить, даже за деньги сходите повоевать просто. Уже не верил никто. Это же не первый раз повторяется. За что воевать? Вот за что воюют русскоязычные Украины? Я всегда задаюсь вопросом. За систему, в которой они люди второго сорта. Да,
Ну, так получается, Ну, объективно. так получается, так объективно выглядит. Когда, ну, вот я не представляю себе отца, который в здравом уме может продолжать воевать, когда его детям запрещают говорить на русском языке, на его языке, говорить в школе на переменах, репрессируют за это. Но многие воюют по инерции, потому что у них забиты мозги, потому что им кажется, что это временная флуктуация. После войны они все отыграют. Ничего вы не отыграете. Сейчас во время войны станет хуже, а потом еще станет намного хуже. Я вам гарантирую на 101%. Потому что фашистующая петля не умеет растягиваться в обратную сторону. Она может только затягиваться. Вы вернетесь, а вам плюнут в рожу, да, те, кто отсиделся в Торонто, потому что да, они вели сторінку украинскую мову, а вы воевали на русском. Вот я не могу понять, зачем они это делают. Честно пытаюсь понять. Как можно добровольно воевать за систему, где ты человек второго сорта? Теперь вопрос, за что воюют люди, которые прихожане УПЦ МП? Ну, не МП уже, да, а УПЦ, Украинской Православной Церкви, давно уже не МП, с самого начала сражений. За то, чтобы им запрещали ходить в храмы, в которые они привыкли ходить? Они, их родители, их деды. И так далее. За то, что нельзя отпеть солдата соответствующему священнику? Ну, Или это за то, за то, что полицейский как вообще, да, вот, возьмет и вышвырнет старика, там, женщину, ну, побьет. Или там молящуюся, стоящую на коленях в лавре, в нее тычут пальцем, ржут, там снимают на телефон. Или за то, что святых в лавре инвентаризацию проводят там, как что? Как музейные экспонаты или как? За что? Ну вот вы переименовываете улицы в Одессе, стирается историческая память города, город теряет свой облик. Что вместо? Ну, история постоянно стирает. Допустим, стерли это, нарисуйте что-то другое лучше или хотя бы такое же. Или хотя бы о чем-то. Ничего ж. Екатерину сняли, там что? Там торчит железный штырь вместо нее, ржавый. Петра Первого сбросили Да, в Полтаве, 180 лет памятнику. да. Ну вот что вместо? Хорошо, вы стерли это, поставьте что-то другое. Дайте посмотреть на проектность, что вы что-то созидаете. Ничего. Поэтому проблема в том, что антипроект – это про смерть. Те, кто добровольно его поддерживает, за него воюет, это люди, которые выбрали смерть. Трагедия, страшная трагедия Украины, вот уже без всяких смехуёчков, заключается в том, что люди не в состоянии разлепить антипроект и Украину. Им кажется, что это одно и то же. Что другой Украины не может быть. Что других украинцев не может быть, которые вдохновляются другим, верят в другое и так далее. На том же украинском языке. С той же украинской культурой, с тем же Котляревским. Да, как бы. Но вот они думают, что это непременно Бандера, Шухевич, Крут и Зеленский. Все, других вариантов Украины не осталось. Их убедили, что это единственная возможная Украина. Они в это поверили. Тогда возникает вопрос, а зачем вам Украина, в которой вы люди второго сорта? Смотрите, это же не только русскоязычных касается. Сожгли наклад, то есть издание на русское, как это, писательница, да, которая написала на украинском языке детскую книжку, еще какая-то премиальная и так далее. Когда закончат с русскоязычными, они начнут делить украинцев, уже делят украиноязычных, которые всю жизнь на украинском, делить на правильных и неправильных. Да уже делят сколько, потому что одни сидят за границей, другие сидят здесь, одни в тылу, другие не воюют. Всегда найдется способ поделить, потому что антипроект не может. Он движется, забрасывая в топку своего паровоза, который несется в могилу, все новых и новых людей. Паровозы на угле ездят, а эти ездят на людских жертвах, вот на умерших людях, погибших, на смертях. Он забит трупами, он питается трупами и движется трупами. Один простой вопрос. Зачем вы хотите быть следующим трупом? Для чего? Можете ответить? Я просто хочу услышать ответ. Зачем? Вы знаете, люди не хотят быть следующим трупом, и это правда. И сегодня, ну вот в завершении тоже очень хочу, чтобы... Я понимаю, Алексей Николаевич, вы это уже как бы комментировали неоднократно, но, извините, новое время, новый день, новые ужасы и новые примеры. То есть я даже не хочу там затрагивать тему мобилизации, как там кого-то как скотину тащат. У нас есть другой принципиальный пример, точнее их несколько.
Значит, вот это видео, которое облетело интернет, это Полтавская область. Значит, Полтавская область, Кременчуг. Значит, что нам рассказали вчера? Что 7 человек налетели на военкомов, начали им там применять физическую силу, те быстро сели, уехали, умотали и все. И с ракурса видно было, как группа молодых здоровых лбов атакуют там двух щупленьких военкомов, они быстренько садятся, те повредили машину, разбили стекло. Но сегодня появилось видео другое, там просто кто-то с балкона, с окна у себя снимал. В общем, парень, они сбили велосипедиста, прям сбили. Парень такой пухленький, он в наколенниках, он, собственно, в каске. Но я сейчас объясню, почему я это все перечисляю. Потому что они уже как бы велосипед оприходовали, и все. А тут подлетают другие ребята, абсолютно другие. И говорят, а что такое, давай биться на кулачках, раз. Ну, военком не из робкого десятка, решил побиться. Тут подходит второй, их всего 3 человека. Но тут выскакивает велосипедист и газовый баллончик. Ну, налетает второй, потасовка, там один падает, второй падает. Но этот велосипедист достает телескопическую удочку, приравненную к оружию, и вылетает на них. Те быстро испугались, сели и уехали. Вот вам 7 человек. 2 уже, кстати, задержаны, сегодня уже отчитались. Вот как выглядела ситуация непосредственно. Это вот вчерашнее, сегодняшнее. А вот сегодняшнее — это Черкассы. Во дворе дома происходит непонятно что. То есть крики, маты, здоровезный мужчина набрасывается на военкома и сбивает с него шапку, кладет себе в карман и не отдает. В общем, крики неимоверные. Люди, мужики, мужички собрались и прогоняют этих военкомов. Тут уже без всяких телескопов, без всякой этой истории. Здесь вот просто вот такая потасовка, вот такие, скажем так, отношения возникают там. Рост, вес значения не имеют. Ну, в общем, это такая длинная история. Сегодня тоже разлетелась везде. И я думаю, что, ну, вот в конце концов, да, они садятся, да, вот, иритируются. Вот эти военкомы, получив прочухана, как говорят на украинском языке. Этих случаев становится все больше, больше и больше. И тут, Алексей Николаевич, можно с вами поспорить, потому что риторический вопрос «а зачем?» выливается в вполне конкретный, уличный ответ вот именно в этих случаях, в Черкассях и в Кременчуге. Что скажете? Смотрите, 11 лет назад теренами Украины прокатилась революция достоинства. Жертвы были принесены, сколько сказали и так далее, и так далее. Сейчас не называем даже госпереворот, в их терминах рассуждаем революция достоинства. Ну и что осталось с достоинством? Внимание, где ваше достоинство? У людей настолько сбиты, утрачен ориентир, они не понимают, что если бы Украина была той страной, которой она себя пытается рисовать в глазах Европы, Соединенных Штатов и самой себя, требуя вмешаться, что если бы один раз ТЦКшники сбили велосипедиста, либо избили мужчину и затащили в автобус, вся страна должна была встать на дыбы и сказать, что с нами происходит, за что мы воюем. Этого просто не должно быть. И поставили бы вопрос ребром. Каждый день есть видео, где избивают брутальнейшим образом, затаскивают. Недавно было видео, где ветерана избили. Ветераны, отвоевавшие эту войну, хлопца молодого, там на протезах избили военкомы и так далее. Почему-то никто не встает на дыбы. Ну, дежурные перепосты с легким возмущением. И то сразу это российское ИПСО. Где достоинство? Достоинства нет. Гидность осталась. Достоинства нема. А гидность выглядит так. Значит, если я хочу, чтобы избивали того, кто мне не нравится, это правильная страна, это правильная революция и правильная мобилизация. А если меня избивают, то я так не договаривался. То это уже неправильно, это беспредел. Ну вот и все. Меня спрашивают: Арестович, ты вот такой подлый, а что ты не воюешь? А я не буду воевать за систему, которая избивает собственных граждан. Мне не нужны солдаты, которых насильно запихали в бусик. Я считаю, что перед такими людьми государство должно извиниться и всю жизнь платить компенсацию. И публично признать, что оно действовало по беспределу, и наказать тех, кто это сделал. А вести таких людей в бой я просто отказываюсь.
Ну, насчет боя, Вот и конечно. все. А кроме того, да, это если не говорить о том, что я не хочу убивать славян. Но дело не в этом. Я не хочу, чтобы они гибли. Дело не в этом. Вот люди не понимают очень важную вещь, что если один раз одного человека избили, чтобы мобилизовать вооруженные силы, это приговор всей системе навсегда сразу. И эти люди не были наказаны, разорваны просто в клочья, те, кто это сделал. Это приговор всей системе. Когда это стало ежедневной практикой, выбивание живого мяса на поле боя, либо денег из пострадавших, можно уже вообще ничего не говорить. Вот вместо наших с вами разговоров, они, конечно, важны и полезны, можно просто показывать нарезку роликов, как работает ТЦК в Украине. Я не знаю, после 100-го ролика, но люди должны как-то задуматься, что с этой антисистемой вообще ничего общего иметь нельзя, что ее нельзя поддерживать ни на каких условиях. Не существует условий, на котором можно поддерживать систему, где люди государственные, типа в военной форме, избивают своих граждан и насильно похищают. Теперь вопрос о гидности. Сколько хватит украинцам все это терпеть? Как часто будут повторяться эти случаи с ТЦК? Когда Украина восстанет против ТЦК? Ее беспредел, который давно превратилась в самую квинтэссенцию черного пылесоса, высасывающий деньги из граждан, либо отправляющих на убой. Вот вопрос. Зачем вообще нужна система, читаете антисистема, где людей на ее защиту надо ставить насильно? Зачем она существует? Человека избивают, человека насильственно похищают, человека дают в руки автомат и говорят, стреляй туда, убивай других людей. Ради чего? Ну, ради Зеленского. Единственный аргумент, который у них есть, звучит так, потому что они придут, тоже тебя мобилизуют и погонят воевать против Франции. Теперь внимание, простенький вопрос, а какая разница? Ой, Если, какой опасный вопрос. смотрите, если человеку суждено быть избитым и насильно брошенным в бой, какая разница, сделают это на украинском или на русском? Но есть нюанс. На русском он, как говорил на русском, так он и будет говорить, когда он против Франции будет воевать. А здесь его избивают, кидают в бой и еще запрещают говорить на языке своей матери. Так если чисто математически считать, то как-то выходит сильно не в пользу. То есть там избивают и заставляют воевать насильно, но можно сохранить язык и культуру. А здесь избивают, заставляют насильно и запрещают язык и культуру. А не дай бог у тебя во время мобилизации в вещмешке найдут томик Булгакова. Тебе же вообще конец. А там, пожалуйста, ты можешь идти в бой с Францией, имея томик Булгакова и думая о Достоевском. Никто тебе ничего слова не скажет, наоборот скажет «молодец». Так где лучше для туристичного гражданина, просто идущего по улице? Нет, лучше, конечно, это мирная жизнь. Это самое лучшее. Смотрите, они же говорят, что иначе тебя мобилизует российский военкомат. Но давайте продолжать логически. Да, его мобилизует российский военкомат и пошлет в бой. Начинаем взвешивать за и против. Российские командиры его применять будут как-то более бесчеловечно, чем украинские, но этот аргумент был еще в 22 году. Сейчас это тупое убийство, и это подтверждает не Арестович Шелестом, а кто? Комбат 1-го батальона бригады, номер 47, который на ПМП Абрамсах воюет. И не только он. Глава военкома, один из замвоенкомов, который сказал, я бы своих детей не отдал бы, помните? Бывший замком брига 59 или 57 бригады, я бы не отдал своих детей воевать, потому что это тупое убийство людей. То есть командир его будет применять примерно так же бестолково. Раз. Второе. Что там еще? Насильственно воевать его заставят и те, и те. Какие там еще аргументы? И вдруг выясняется, что человека, которого поймали в какой-нибудь русскоязычной Одессе, и отправили на фронт, его в нашей системе будут еще унижать, избивать, оскорблять за то, что найдут у него томик Булгакова, а в российской этого не будет. Теперь вопрос, какой ответ предполагает или какие бонусы предлагает для гражданина, который пошел за хлебом в Одессе и был упакован украинская антисистема? Потому что если положить на чаши весов, то как-то так выходит, что в украинской системе мобилизация хуже, чем в российской. Но чисто математически, логически, правильно? Я понимаю, что в Украине логика... Смотрите, в Украине логика приравнена к госизмене, я понимаю. Но так вот выходит, или назовите... Я предлагаю вам заочную дискуссию. Назовите факты, почему надо за украинскую систему охотно мобилизоваться или хотя бы терпеть, а за российскую нельзя. Это же ваша логика, я просто ее продолжаю.
Вы говорите, иначе тебя мобилизирует российский военкомат. Окей, чем быть хуже мобилизованным российским военкоматом в данных конкретных условиях? Ну, деньги. А деньги это зло, Алексей Арестович. Деньги какие? Ну, деньги, которые при мобилизации в российскую армию дают. Ну вот, там, то есть там еще и денег, там не запрещают Булгакова, еще больше денег платят. Ну, вот Так так, вообще понимаете. как-то нехорошо выходит, получается, чисто математически, чисто логически. Да, друзья, Неудобно. Это значит, неудобно получается, правильно? ну, очень неудобно получается такая, знаете, неловкая пауза, Неловкая пауза, как да. говорится в эфире. Друзья, напишите в комментариях, поучаствуйте в этой заочной дискуссии. Нас было там больше 50 тысяч на канале Алексея Арестовича, там больше 30 на моем. Давайте переходить к общению с людьми. Уделим обязательно этому время. Несмотря на то, что так вот, ну, такая увесистая беседа получилась, все равно уделим по всем пунктам, всем, скажем так, время. Если безрассудные эскалационное действие Зеленского – это план, то в чем он заключается? Больше 17 тысяч голосов проголосовали. Спасибо большое, что мы получили столько количества голосов. 7% план проиграть и с музыкой долги спишут. 14% пересидеть на троне Путина и Трампа. 18% уничтожить как можно больше славян. И 61% втянуть Европу в войну с Россией. Спасибо большое, что сделали. Как вам итоги? Да, вот. Сделали выбор люди. Логично, понятно, у них единственный шанс это втянуть Европу, только Европа не втягивается. А даже если втянется, поверьте, она заниматься будет Европой, а не Украиной в этот момент. Наоборот. И когда Россия упадет на Украину, если вы думаете, что на Европу, если вы думаете, что Европа тут же скажет, ага, мы имеем там, значит, украинцев и дадим им больше, они скажут, так, товарищи украинцы, мы вам вообще теперь ничего давать не можем, потому что у нас все уходит на защиту Балтии, стран Балтии. Или Польши, Сувалковского коридора. Нам не до вас, извините, мы за свое воюем. Поэтому, если Россия нападет на Европу, то помощи станет намного меньше, друзья мои, поверьте мне. И вот это очень простая, логичная вещь. И здесь логика хромает, и здесь они никогда не могут дотянуться. Они скажут, нам самим не хватает. Все. Да, значит, друзья, вопросы. Начинаем с вопросов. Алексей Николаевич, режим Блиц, чтобы больше успеть, людей как бы уважить ответом. Я очень коротко отвечаю, Да, давайте. очень коротко, но вот давайте в такой порядочности. Сначала по QR-коду, которые вопросы пришли. Евгений Белецкий. Куда смотреть больше молодежи при выборе места жительства на будущее? Европа или Америка, спрашивает. Это вы сами решите. Ну, выбор, что бы выбрали? Да решайте сами. Есть люди, которым очень нравится Америка, есть люди, которым очень нравится Европа. Мне нравится и то, и другое. Америка больше. Америка больше. Значит, Наталья Липская благодарит за работу. Спасибо вам большое. Значит, это прям здорово, что вы отмечаете. Вообще не стесняйтесь писать хорошие комментарии. Я всех всегда призываю. Потому что, знаете, люди все как-то посмотрели все и напишите. Это всегда очень важно. Иван Булич. Почему, отдав России 4 области, мы будем уверены, что они не пойдут через время, накопив силы дальше? Вот такой стандартный вопрос. Это неправильный вопрос. Неправильный вопрос, и опять же у вас проблемы с логикой. Смотрите, неважно, сколько мы отдадим или сохраним областей. Если сейчас Россия нам отдаст все области, снова вернет и Крым, через 2 года будет новая, и заключит мир, полностью выйдя с наших территорий. Через 2 года начнется новая война. Потому что при Путине, не при Путине, при Навальном Россия не может терпеть ситуацию, когда возле ее границ существует 50-миллионный антироссийский проект. А в этом же вся фишка. Война идет за смену проектности, а не за территории. Когда же вы уже начнете это понимать? Когда вы это поймете или хотя бы на секунду допустите, у вас все сложится. Неважно, чье Запорожье. Потому что система договоренностей с Россией и обеспечение безопасности, системы коллективной безопасности Европы при смене проектности в Украине, антипроектности на проектность, да еще нейтральную по отношению к России, например, уже дает бонусы, которые не даст никакое военное сопротивление. И никакая европейская и американская помощь вместе взятая. Дело в проектности, не в территориях. Беспомощный писк в стиле «что же вы предлагаете отдать 4 области?» Я ничего не предлагаю. Я вам просто спокойно называю, что завтра у вас не будет 6 областей, потом 8, потом 12, потом не будет 24. Да. Потому что антипроект не способен обеспечить сопротивление. За 5, за 10, за 15 лет Россия все заберет. Она не может, демократическая Россия, тоталитарная Россия не может терпеть огромное антироссийское образование
на своих границах. Не может. Ни одно государство мира терпеть не может. Если бы Мексика или Канада исполняла то же самое, Штаты бы давно уже бы там проводили специальную военную операцию. Все очень просто. При смене проектности, если проектность сменить, нам еще все оставшееся отдадут, все, что забрали, еще с извинениями дадут бесплатную нефть и газ. И И Кубань. Запорожскую, и Кубань, и Запорожскую АЭС, только если правильно проектность сменить, понимаете? Да? Вот этого вы не понимаете. А антипроект никто терпеть не будет, его будут добивать. Да, Ростислав спрашивает. Здравствуйте, хочу очень спросить у Арестовича, как вы относитесь к Скоропадскому и не видите ли вы параллели между 18 годом и сегодняшней Украиной? Я очень хорошо отношусь к Скоропадскому как к попытке, потому что он строил этот самый широкий проект, который я хочу построить в Украине. Но ему не хватило решительности, он проживал сопли в нескольких ключевых моментах. К сожалению, была у него такая черта. И все потерял. Но, в принципе, фигура очень симпатичная. Если бы я что-то строил, я бы строил что-то типа Скоропадского, только без соплей. У меня все было бы очень быстро и конкретно. Переходим в клуб зрителей, телеграм-канал клуб зрителей Шелест. Там несколько вопросов. Значит, продолжаем историческую тему. Катя спрашивает. У меня исторический вопрос. Термин «Украинская Русь» впервые появился в 1866 году за авторством поляка Паулина Свинцицкого, который после подавления польского мятежа 1963 года бежал в Галичину и начал издавать там журнал «Село». Перевод одного из абзацев. Дальше она приводит перевод, не буду утруждать. В общем, смысл в том, что получается непреодолимая стена славянская Украина-Русь. То есть мы можем и должны трудиться в наших собственных интересах, будем помогать народному развитию Украины-Руси, оно возвращает лучшие дни в будущем. Так заканчивается цитата. То есть по факту это тоже антироссия. Получится ли у Алексея влить новое вино в старые мехи, если его изберут, конечно. Это по поводу вот вообще истории с Украиной и Русью. Если меня изберут, то антироссии здесь не будет никогда. Ну или, по крайней мере, все то время, пока я буду президентом. А я уж постараюсь сделать так, чтобы я больше никогда не был. По очень простой причине. Потому что собственную идентичность надо искать не через анти, а через что-то. Через позитивные утверждения, а не через «я не такой-то». Вы слышали, что Франция была анти-Британией или Британия была анти-Германией? Нет, они сами по себе. Вот и мы должны быть сами по себе, а вовсе не анти-кто. Для меня это глубоко унизительно быть анти-кто. Хоть мы анти-венгры, хоть мы анти-поляки, хоть мы анти-Россия. Но так называемые профессиональные украинцы, они всегда были антипроектом. Вот этот воинствующий национализм, он же родился как антипольский проект. Потом стал антироссийским. Попутно он побыл античешским, антивенгерским, еще кем-то. Он никогда не был самостоятельным, потому что никто не может дать ответ, а зачем украинцы как таковые. Как не анти, да. Да, вот как не анти. Они же не существуют ни в виде не анти. Смотрите, организованное украинство политическое, не культурное, а политическое, не существует как не анти. Оно не самостоятельно, потому что у них нет ответов на базовый вопрос. Зачем оно нужно такое? Что оно такое делает в этом мире? Оно может быть только против кого-то. И все дружно желают его уничтожить. И поляки, и венгры, и словаки, и румыны, и россияне. Потому что когда что-то против тебя, ты как-то вынужден принимать меры. Оно никогда не было позитивным, оно никогда не было самостоятельным. Не получалось никогда и не получится. Потому что родовой генетический сбой в самой основе этой всей истории лежит. Никита, вопрос к Алексею, как к профессиональному психологу. Как вы считаете, стоит ли на государственном уровне внедрить рабочие психологические тесты для кандидатов в президенты, чтобы заранее исключить людей с психопатией, нарциссизмом, расстройством, макиавеллизмом и другими личностными отклонениями? Каковы, на ваш взгляд, риски для государства, если на пост президента попадет человек с такими чертами? Но риски вы сейчас наблюдаете в прямом эфире, уже 7-й год пошел. А теперь возникает вопрос, а кто будет вводить критерии, кто их будет утверждать? Психологи профессиональные. Профессионально, с какого хрена им политики дадут такую власть? Политика старше юриспруденции, а уж психология, на нее только ноги вытереть могут политики. То есть вы хотите, чтобы политики добровольно себя ограничили и отдали себя под детектор лжи на психологическую комиссию? Ну, Это подождите, с тестами на наркотики. Видите, как легко все проходит? Да, конечно, если к другу пойти в лабораторию, тебе подсунут тесты там Так другого вот, человека. Дуда в Польше сейчас говорит, ой, надо этих кандидатов тестировать. Да. Но это же как бы мечты. Вот когда начнут тестировать, тогда посмотрим.
Политика старшая масть, ее никто не способен ограничить, потому что она устанавливает правила. Ее могла бы ограничить религия, но политика не может дорасти до этического контроля со стороны церкви, например. Ну да. Поэтому это как бы какого хрена люди, держащие ключи ко всему, будут себя подвергать анализу для того, чтобы кто-то сказал, может он быть или не быть политиком. Это все равно, что вождь мафии, ну, пошел бы спрашивать у главы СББ, который управляет там районом города или городом, пошел спрашивать у главы СББ, считает ли он его достойным быть главарем мафии. Ну, примерно то же самое. А, Или там, что он закидывается, да, блэкджеком и шлюхами, то ему уже нельзя быть главой ну да. мафии. Ему на это строго укажет глава местного подъезда, и он скажет, ну ладно, окей, хорошо. Или бабушки возле подъезда, я тогда не буду. Как это? Высокая культура и быта, да? Что там? Быта, высокая культура быта, да. Да, высокая культура Ну, быта. это вот ровно это самое, когда Бунша пытался управлять Иваном Грозным, примерно то же самое. Да. Да. Я познакомился, пользователь пишет, с Алексеем Арестовичем с бесед с Датюком и Баумейстером на философские темы. Очень врезались в память его рассуждения, кажется, по приходу Зеленского или немного до, о драконе. Так вот, Зеленский подтвердил, но не боится ли Алексей сам стать драконом? Вспомнил это как раз, вспомнил этот диалог. Не боюсь. Игорь, доброго времени, Алексей. Пытаетесь ли вы выйти на кого-то в РФ, чтобы предложить кандидатуру будущего руководителя Украины? Например, кусок Украины будет не включен, а как отдельное государство. Ну и там Харьков, Сумы, там приводит пример. Это рассказывать, что это невозможно, это не стопроцентная уверенность. Смотрите, я сам по себе медицинская комиссия, комиссия психологов. У меня есть идеальный критерий всегда. Есть такой тип в русскоязычном пространстве, Арестович его зовут. И вот по отношению к нему очень легко все просчитать. Сумасшедший человек или нормальный. Он под тяжелыми, легкими в секте или смыслит самостоятельно. И вот, глядя на этого вашего Арестовича, его приключения в этом самом русскоязычном пространстве, мне все очень понятно. Вот есть люди, которые про этих людей. Люди меня наблюдают 11-й год. В 2014 году я стал там знаменитым, да, публичным экспертом. Они до сих пор думают, что я могу кого-то просить. Вы с ума сошли или что? Ну, это же Булгаков надо За читать. 11 лет вы не можете разобраться в человеке, наблюдая его со всеми взлетами, падениями, Никого ни о чем не просите, недостатками, сами все ошибками. дадут. Да я технически не могу никого просить о том, чтобы мне что-то и так далее. Я просто не приспособлен к этому. У меня нет такой хромосомы, чтобы я кого-то просил. Вы вообще ничего про меня не понимаете. Я отказываюсь от миллиардов предложений, которые мне идут, потому что я сканирую человека, либо энергию, которая стоит за этим предложением, и говорю «нет». А чтобы я кого-то попросил, ну вы безумные или что? Ну вы правда безумные, поэтому как есть, так. Понимаете, я вот говорю, вот чем дальше, чем больше эта трагедия, тем более мягким, успокаивающим тоном я буду говорить. Я вот как бы приобнимаю всех и говорю спокойно, все будет хорошо, и тебя вылечат, и меня вылечат, и всех вылечат, все будет хорошо. Это единственный разумный ответ. Детские книжки начитывать, добрую фантастику и обнимать и говорить мягким, смягчающим тоном. Потому что мне безумно жаль украинцев и то, что с ними сделали. А что еще сделают, то... Это да, сделает еще много. Да. Значит, сообщество YouTube и go к чатам, как говорится. Константин в сообществе... Ребята, вопросов очень много. Вот очень много. Но вот, пожалуйста, все с пониманием, что, ну, как бы понятно, что все не войдут. Константин вот вошел, значит, к Алексею Николаевичу задает вопрос. Просит прокомментировать теплый прием местных граждан в освобожденном поселке Заря. Получается, что не так все плохо у людей, раз вот такие кадры мы имеем. Это Deep State сегодня хотел тоже показать, опубликовал. Вошли вооруженные силы Российской Федерации в населенный пункт Заря, там образовав в Старомихайловском котел, ну или полукотел. И на кадрах Deep State они поражались, что бросались обниматься местные жители. Ну, мужики, старики к вот этим солдатам. Прокомментируйте, пожалуйста. Я не видел, поэтому не могу комментировать. Я могу вполне это допускать, потому что война-то идет в русскоязычных регионах, вполне конкретные старики, как их называют презрительно ждуны,
Да, а это люди, которые сделали свой выбор, и для них российские солдаты действительно могут смотреться как освободители. Мгм. Дима Яцкевич спрашивает, очень хочется узнать мнение Алексея об Александре Лукашенко, именно как о президенте Беларуси и белорусского народа, и как вы будете выстраивать с ним отношения в случае победы. Спасибо. Ну, политик он очень высокого класса, потому что столько лет в таком тяжелом положении, так грамотно расставлять фишки, это надо, конечно, уметь. Вот, а отношения я со всеми выстраиваю по одному и тому же принципу. Я приезжаю сюда и говорю, давайте по-человечески. Садимся и начинаем, чего вы хотите, чего мы хотим, где общее, где противоречие, как общее можно утвердить, а противоречие что? Решить. А если не решить, то как создать систему, в которой они решаются без того, чтобы славяне убивали друг друга. Вот и все. Это очень разумное, очень простое предложение. Мгм. Значить, Олександр, будь ласка, спитайте у Олексія, як він ставиться до Холоденко та недавнього скандалу, що вона брала гроші у росіян, і взагалі наскільки етично висловлюватись блогерам, які сидять за гроші їхньої аудиторії в Монако. Це не наїзд на Олексія, він таких грошей не має у своїй аудиторії про те, що відбувається всередині України. Ну то есть, такий вопрос. Страшная тайна. Я не знаю, кто такой или кто такая Холоденко. Я даже не знаю, мальчик или девочка. Психолог Толя Да? Холоденко. Ну, достаточно известный. Первый раз слышу, извините. Ну вот и в принципе, вот и ответ. А, Борис, вам известно, что в Горловке нет никаких войск, ни объектов, но почему каждый день долбят все районы города? Полигон для учебки, для дроноводов? Спрашивает. Не знаю. М, Значит, вопрос Людмилы. Алексей, допустим, все пойдет по вашему плану. Вы договоритесь с Путиным о взаимных гарантиях ненападения. У Путина в планах года через 3 нападения на страны Балтии. Какие действия Украины под вашим руководством в этом случае? Ну, если нападут на Балтию. А откуда вы знаете планы Путина? Ну, нам так говорят, видите. Ну, говорят, что кур дает. Сувалский коридор, опять-таки, сегодня там тоже Уральский тревога, коридор. тревога. Вот смотрите, я когда есть говорят, есть на заборе написано, есть, например, в Википедии. Я когда читаю, что про меня написано в Википедии, вот когда я хочу посмеяться, я ставлю или бриллиантовую руку, или то, что про меня в Википедии написано. Но многие же люди считают, что там правда написано. Поэтому говорят, это не та категория, которой я хотел бы рассуждать. А теперь представим себе, действительно взяли и напали на страны Балтии. Меня интересуют национальные интересы Украины. Раз. Второе, меня интересует судьба метацивилизации Руси, такой большой Руси. Вот. И я посмотрю, как укладывается в интересы Украины и как укладывается в интересы метацивилизации то, что происходит. И приму свое решение в тот момент. Сейчас-то что гадать? Мгм. Значит, вот такой вопрос. Причем очень важный вопрос. Олег Скуполовский спрашивает. Алексей, подскажите, если человека ранило на войне, и его удалось спасти, но при этом ему пришлось ампутировать конечность, то зачем его спасли? Может ли это значить, что он еще не выполнил свое предназначение? Ну, наверное, может, раз остался в живых. Господь же видит все. Да, нет, кому сколько. Ну и действительно, мы еще, наверное, будем даже после войны очень долго об этом говорить, потому что столько искалеченных судеб, и людям нужен... Вот мы сегодня сфокусировались на стране, да, на проекте Украина. Саша, искалеченный – это не так страшно. Страшно, когда искалечены зря. Да. Ради чего искалечены? Проблема антипроекта, что у него нет ответа на этот вопрос. У него нет ответа на самый главный вопрос. Зачем Украина, как политическое образование, не культурное, политическое, отдельно взятая Украина? У них нет ответа.
Соответственно, нет ответа на вопрос, зачем гибли все эти люди за политическое образование Украины, за этот антипроект. Зачем? Это, кстати, да, это, кстати, очень важный вопрос. Почему зря? Ну вот зачем? Да, ну вот как только первого человека ударили под дых и насильно затянули в бусик, это приговор проекту. Все должны были встать на дыбы и спросить, как же так? Особенно на фоне того, что декларировалось в первую революцию, там, во вторую революцию гидности и так далее, и так далее. Ради чего все это? Значит, это чат трансляции канала Александр Шелест. Я просто напомню. Михаил Богданов, как считаете, какие экономические последствия будут у сделок, в кавычках, с ЕС и США? Ну, то, что мы там будем выплачивать, страшилки, что мы будем и наши внуки выплачивать там какие-то эти самые. Дань, народ, Украина нафиг никому не нужна. С ее всей данью и со всем остальным. Поэтому у нас ничего особо ценного нет. Даже наши черноземья в условиях вертикальных ферм, которые давно уже по всему миру цивилизованному распространяются, уже нафиг никому не нужны. Эти сделки заключались в рамках политической игры, чтобы вот Трамп показал избирателю, что Байден только отдавал, видите, а я профит с Украины получил. К реальному получению каких-то прибыли оно никакого значения не имеет. Во всяком случае, сюда нужно так долго вкладываться, десяток лет, развивать технологии и прочее, прочее, рынок, инфраструктуру, что это требует полноценного вмешательства тех, кто вкладывает сюда деньги, либо вложил в политическую и общественную жизнь Украины. Никто к этому вмешательству не готов, а во-вторых, этому вмешательству будет Путин очень сильно противодействовать. И пока у него получается лучше, чем у всех тех. Поэтому, ну, это ни о чем, все эти сделки. Смотрите, с американцами подписали протокол о намерениях, как должна выглядеть будущая сделка на самом деле. Это не сделка по минералам, редкоземельным металлам. А перед этим их на 100 лет передали Британии. Вас не смущает то, что за полгода по поводу одних и тех же этих самых ископаемых две разные сделки абсолютно? Никто не собирается ничего тут эксплуатировать. Это же неуправляемая страна, дикари. Антипроект не может обеспечить порядок внутри. Он не конкурентен снаружи, не конкурентен внутри. С таким невозможно взаимодействовать. Он что-то декларирует, а ответить за базар не может. А с теми, кто не может ответить за базар, никто не будет иметь дело. Никогда. Спрашивает Рома Ковальский. Спросите, пожалуйста, насколько далеко готов зайти Зеленский? Вот как вы оцениваете? Так он готов, смотрите, Зеленский готов убить вас всех. Вот когда не останется ни одного украинца, он скажет, я не лох, и тоже ляжет в могилу радостно. Все, потому что такова велит его секта. Демон, которому они служат, он вот велит вот так вот поступать. У вас не должно быть никаких сомнений. Форма, в которой он вас готов принести в жертву, не важна. Он и так вас приносит десятками, сотнями тысяч. Кварион спрашивает, спросил у Арестовича, кто убил Скрябина. Значит, ну это, конечно, хороший вопрос. Давайте я открою вам страшный секрет, Кварион. Значит, были у меня контакты с людьми, которые были конкретными, не вот этими, которые там надстроечными, да, то есть и запустили в эту историю, что Скрябин, певец, был неудобен. Это была, правда, авария, то есть все расследовали, все это вот, то есть не было там злого умысла, и это подтвердили те люди, причем в приватных беседах. Ну, в общем, можно доверять этой информации, что это правда была авария, трагическая случайность. Хоть много вопросов. Как только что-то происходит, сразу прибегают сторонники плоской земли и получают премию «Золотой глобус». А вот министр МВД у нас разбился тогда, помните, над броварами? Да. Это тоже там страшное покушение. Люди, которые всерьез расследовали, в том числе самые серьезные авиационные эксперты, говорят, это летное происшествие, ошибка летчика, царствие ему небесное. Эксплуатация воздушного судна в условиях, которые запрещены, погодно и так далее. Но обязательно должна быть мина. Вот они убили восходящую звезду, погиб прям министр МВД и все его замы, которые такая надежда была. Они были надеждой, но это ошибка летчика, говорят люди, которые все расследовали профессионально. И так в 99% случаев обычно бывает. Леонида Быкова вот убили якобы там и так далее. Да, Людям трудно да. признать, что это просто авария, понимаете? Мария спрашивает, когда выборы в Украине? Алексей Николаевич. А какие выборы, друзья мои? Зачем Зеленскому выборы? Выборы, разговор о выборах – это способ бросить общественное и политическое напряжение. Все начинают разворачивать избирательные штабы. Разговор о выборах, кажется, еще вот-вот-вот, и мы прекратим это все. Он не собирается это прекращать, он собирается это все усугублять.
Вы не понимаете его логику и мотивацию. Зачем ему выборы? Что он с ними будет делать? А сбрасывать накопившуюся энергию через ожидание выборов, да, это будет постоянно. Вот-вот и выборы, вот-вот и выборы. Но сейчас это третий раз за эту войну, чтобы вы понимали, разворачивают политические штабы избирателей. Уже по всей Украине. Все верят в эти мифические выборы. С какой стати война должна останавливаться и должны быть выборы? Она будет только усугубляться. Так и во время. Никаких выборов не будет. Так и во время не будет. Мгм. Не будет ни во время, ни в промежутке, потому что никто войну не собирается останавливать, все собираются усугублять. В ближайшие полгода будут бойня, мама дорогая, что с неба на мирные районы, что на фронте. А потом где-то к ноябрю, там станет к октябрю вопрос, может ли Украина, в принципе, продолжать. До конца года она более-менее протянет, пусть с большими потерями, территориями, людей, там, гражданских в тылу, но протянет. А дальше, даже полностью без американской и европейской помощи, на запасах своих месяцев 9 проедет. Дальше снова станет вопрос переговоры, только уже больше придется отдавать, или продолжение войны. Как вы думаете, что выберет антипроект? Продолжать, конечно. Да, смотрите, это все может прекратиться только одним способом, если украинцы, которые против войны, найдут какой-то способ это прекратить. Как вы сами оцениваете эту вероятность? Ну, вы знаете, низко. Ну вот, как бы все. Он ползет в могилу, потому что там его дом. Это про смерть. Антипроект – это про смерть. И тянет с собой всех тех, кого он успел взять в заложники. Вот это реальная ситуация. Значит, чат трансляции YouTube канала Алексея Николаевича. Спасибо большое. Там 50 тысяч на этом канале, на канале Александра Шелеста 30 тысяч. Спасибо большое, что пишете и ставите лайки, задаете вопросы, конечно же. Значит, Наула, по-моему, да, пользователь пишет, что, друзья, нужно посещать школу Алексея Николаевича, много нового узнаете и все поймете. В общем, шлет лучи добра. Спасибо вам большое. Спасибо за это. Не стесняйтесь писать хорошие комментарии. Еще раз всех призываю. Хорошие, добрые комментарии. Это всегда важно. Значит, вопрос вот такой здесь тоже. Ну, не знаю, насколько... Вопрос к Арестовичу от Дарьи. Вы считаете, что народы России и Украины очнутся и когда-нибудь простят друг друга, смогут жить и налаживать контакт? Все войны заканчиваются. Конечно, лучше раньше, чем позже. Народы сделают так, как их научат. Да, хороший ответ. Станислав. Алексей, вопрос без подвоха. Как человек, в дома которого летят ракеты, гибнут соседи, пропаганда РФ ТВ призывает стереть страну, может думать о высокой политике? Ведь мысли о другом. Так смотрите, ракеты потому и летят, что вы не думали в свое время о высокой политике. От того, что вы зажмурились, реальность, она же никуда не девается. Или старательно думали о другом. Да, очень много хвалят Арестовича на канале Арестовича, это прекрасно. Даже такая шутка пришла. Пришел Арестович, ну, пишет пользователь, пришел Арестович на прием к психологу. Психолог вышел полон сил духом и начал раздавать интервью. Я вам расскажу, на самом деле, как анекдот про себя настоящий. Хотите? Давайте. Приходит человек к психологу и говорит: вы знаете, у меня полный атас на душе, я вообще ни во что не верю, раздавлен абсолютно морально, потому что я смотрю, во что превратился мир и люди, и у меня нет сил, чтобы на это все дальше смотреть спокойно. Говорит: ну что вы, психолог, говорит, ну что вы, взрослый человек, впали в такую детскую депрессию. Да, жизнь несовершенна, но в ней есть и замечательные моменты. Вот смотрите, я вам рекомендую совет, который помогает в 100% случаев. В 100% случаев не было еще пациента, которого не вытягивали. У нас в городе есть цирк.
В этом цирке работает замечательный клоун мирового уровня, он говорит. Он настолько дарит, от него идет такой вайб, Wi-Fi, он такое дарит тепло и веру, что вы просто 5 минут на него смотрите вот на сцене, и вы снова верите в человечество. Это волшебник, это кудесник. Сходите, и у вас все будет хорошо. Он говорит: доктор, этот клоун я. Да, да, красиво, красиво. Пользователь, вопрос. Смотрели ли вы фильм Александра Штефанова «Обыкновенная денацификация. Как быть с Донбассом после войны»? Известно, что Донбасс очень не любит Банковую. Второй вопрос. Как будет Россия наступать на Балтику? Ну, второй вопрос мы там обсудили Видите, немножко. народ, вы задаете вопросы, которые в существующей антипроектности не имеют ответа. Все эти вопросы разрешаются только, что кроме бесконечной войны и гибели Украины, решаются только при смене проектности. Шансы на смену проектности, они специфические и сейчас очень-очень низкие. Поэтому только Господь может распорядиться такими вещами и дать Украине какой-то шанс. А пока все эти ответы, то я могу вот просто вот на все ваши вопросы отвечать. Бесконечная война, пока Украина не кончится физически. Бесконечная война, пока Украина не кончится Так а физически. шанс где? Ну, вот заключение Бесконечная война. эфира. Шанс очень простой. Мало ли что-то случится, там, как-то поменяется что-то, здоровые силы придут к власти. Или Российская Федерация закончит то, что не смогли сделать сами украинцы. Сменить проектность насильственным путем, как-то со стороны, если изнутри не получилось. Как это? Не доходит через голову, да? Ну и Дойдет через дальше. печень. Дойдет через печень, правильно. Все очень просто. Да, друзья, спасибо большое, что уделили это время, этот вечер понедельника нашему общению. 2 часа в прямом эфире на канале Александр Шелест и на канале Алексей Арестович. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Пожалуйста, спасибо вам большое за внимание. Друзья, берегите себя, подписывайтесь, не забывайте, ставьте лайки, пишите комментарии, комментируйте то, что комментируют другие. В общем, давайте общаться. И через неделю на том же месте, в тот же час. Всем доброй ночи, ну и, конечно, добра и света.